начать. Это нам не надо. Ну и бардак у тебя, Андрей Викторович, конечно. Ну и бардачок у тебя. Это мы берем. Обязательно берем. Обязательно берем. Шумовку сюда ложу. Сюда положим. Так и повезем. Так будет нормально. Ребятки, всем привет. Ну что, не прошло и 10 дней, как я вернулся с Тверской области, ребята. Здесь, конечно, были выезды у меня. Мы ездили за хорошей сорогой, половили. Ну, кто в Телеграме, ребят, тут видел. Ролики особо такие не снимал здесь, потому что не получалось у нас выехать. Были проблемы небольшие, надо было делать дела. В общем, ребят, нарисовывается очередная экспедиция. Купленные билеты, завтра выезжаю. Еду в Вологду, ребят, к Сергею. Человечек мне давно уже знаком, он меня приглашал еще по жидкой воде в прошлом году. Андрюха говорит, приезжай, у Сереги есть там в его краях большое озеро, есть изба на этом озере, на которое он периодически приезжает, отдыхает, снимает ролики, кстати, у Сереги есть канал, но это немножко чуть попозже. Деревня, ребята, обед, прибыл на сборы. Собираюсь, пакуюсь. Завтра утром автобус, поезд и очередные приключения. Еду плюс-минус неделя. В общем, ребят, красота. У нас на юге Республики Коми, ребята, мощная весна. Такая быстрая, так скажем. Подтайки, дороги вскрыты. На технике уже тяжело ходить, я имею в виду вот именно на такой. Это не моя, это у Костяна, ребята, потому что Костя живет в начале поселка, ему сложно добираться до выезда, потому что дороги скрыты. И от меня он, если что, периодически может выехать. Я живу, ребята, в конце деревни, река 300 метров, в общем, буранки еще, слава богу, есть, можно двигаться. Да, не получилось у меня поставить по весеннему налиму, очень хотелось, но не получилось. Ну, едем, ребята, за новыми историями. Щука, окунь, судак и, кстати, на этом озере есть налим, возможно, ребят, половим. Так что потихоньку пакуюсь, в ту сторону еду на поезде, и сейчас, в принципе, можно что-то с собой нахватить. Я беру свои жерлицы, свои приманки, ну, опять же, что-то по мелочи, потому что Серега сказал, есть все, так что, Андрюха, особо не тяни, все у меня есть, снегоход, ребят, в общем, все будет круто. А так, вот гараж, ребят, мой весь забарахленный, бедолага. Но ничего, весной наведу марафет, потому что, блин, все разбросано, постоянно какие-то выезды. Ну, смысл куда-то убирать. Тут положил, тут взял, такие дела. Спрашивали про моего 600-го. Андрюха продал, что ли, потому что я одно время катался в Костяна, у меня был небольшой ремонт. Нет, ребят, все хорошо, не знаю, будет видно, не видно, но конь мой на ходу, ребята. Здесь была капиталочка, поменяли подвеску, подшипники, пружины, которые были обломаны, редуктор. В общем, ребят, здесь сделан капремонт. Техника будет бегать еще ого-го. Так что, не знаю, успею еще прокатиться в этом сезоне. Так что, ребят, все нормально, я его не продал. Все у меня хорошо с ним. Поменял, ребят, целую коробку. Сейчас покажу, кстати. Вот такая коробочка. Владимир, кстати, тебе большой привет. Владимир занимался ремонтом, я отвозил его в город. Вот эти пружины были обломаны. Смотрите, восьмерочные, ребят, но налить не выдержал. А вот так, такие вот, ребят, бухты подшипников. Это все вот под подвески заменил. 3 сезона, как вы хотели. Техника бегает очень много, соответственно, нужен ремонт. Просто кто-то там писал, вот тебе и хваленый
Автофалар. Ребят, ну блин, как же техника ломается, вы что? Тем более это не ремонт, это в принципе замена, расходник. На машине вы ездите, колеса меняете, масло меняете. Правильно, так что здесь то же самое. А так, весна полным ходом, ребят. Водочка растаяла. Скоро будем вставать. В прошлом году я ее осенью не помыл. Хотел помыть корхером, он тут немножко грязно. Но в общем весной помою. Скоро, ребят, уже открытие. Ну а пока зимуем. В общем, беру что-то с гаража, с того гаража. Собираемся. Так что, друзья, давайте начинаем очередную мощную эпопею по твердой воде 2024. Мы еще не закрываемся. Еще на льду. Дома, ребят, тоже полным ходом сборы. Потихоньку пакую. В эту поездку, ребят, хочу плотно порыбачить на вибы, на вот именно поклевка в руку. На озере есть судак, щука, окунь, налим. Серега говорит, будем пробовать. Ну, для этих целей новый холодик Калипсо. Вот я его сейчас в сумочку, ребят, поставил. Одеваешь его и, пожалуйста, зарядил. Все. Будем жить на избе, но Сергей говорит, у нас будет генератор, так что заряжаться будем без проблем. И, ребята, пришли мне вибы, новые вибы. Это я приобретал для поездки на север. Помните, где мы были осенью? Серега, Андрюха, где мы ловили вот таких щук. Сейчас, ребята, кстати, именно там, в данный момент, я не смог туда поехать. И именно вибы я брал, ребят, туда. Нашел интересную компанию. И смотрите, ребят, какие випки. Вот столько я заказал. Вот такие красавцы, смотрите, ребят. Это у нас 90-й. Это 80-очка. 80-очка. В общем, я вот в основном 70-80, ребята, брал. Вот такие ходовые, чтобы и у себя где-то пробовать. Смотрите, какие, ребят, красавцы. 80. Вот такие, ребят, красавцы. Малек. Вот как-то так. Немножко 90-х, но в основном 70-80 самый ходовой. Вот такого плана. Сейчас раскидаю по коробкам. И, в общем, вот буду пробовать, ребят. Не знаю, как она будет выглядеть у нас. Ну, Серега там точки знает, озеро большое. Так что как-то так. Взял удочку свою. Она у меня была в гараже. Тут такие резиночки были. Беру, а у меня резиночки бас-бас полопались. Такой хороший удильник от Хюгаши и катушка с фрикционом. То, что нужно. Сейчас просто на изоленту, ребят, наверное, бахну и вот так сделаем. И все будет ништяк. Вот у меня еще какой-то випка есть. Ну, по этой рыбалке я еще, ребят, не спец, не специализируюсь, так что вот буду пробовать. Ну, вот как-то так. Такие вибики, ребята. Ссылочку оставлю в описании. Кто занимается, наверное, будет интересно, ребята. Вот. Ну, что, пакуюсь. Потихоньку, помаленьку. Немножко тут снаряжение, зарядки, как обычно. Все по старой схеме. Ну вот, ребятки. В принципе, как-то так. А так, что, вечером продукты, сумки, дома вещи. Ну и, в принципе, в 6 утра у меня старт. Все, разложил по коробочкам. Дочь и папа провожает, да, Дочь? Все, ребятки, понеслась. Поехали.
Женщины на будущее сначала выходят, а потом спускаются. Спасибо за дорогу. Здорово. Здорово, борода. Добрался. Добрался? Фух. Долго больно, 16 часов, офигеть. Вообще жесть. Ну поближе, чем Москва, слышишь? А, ну да. Москва 26 часов. 20, больше суток, елки-палки. Я уж потерял тебя, думаю, все вышли, нету. Ну слушай, ко мне парнишка приезжал с Красноярска, 3 суток ехал. Не, я не готов на такие подвиги. Ну да, согласен с тобой. Trying to keep my cool. I see what your colors shining through. Yeah, I do. Well, that I do. Is it too much to ask? I don't want you back. I don't want you back. Is it too much to ask? I don't want you back. I don't want you back. No matter the distance I cover, you always there to smother. Please let me find another. Feels like you're my silhouette. I'm not easy to forget. Pretend that we never met. I've been running away from you. I've been trying to keep my cool. I see what your colors shining through. Yeah, I do. Well, that I do. Is it too much to ask? I don't want you back. I don't want you back. Is it too much to ask? I don't want you back. I don't want you back. Прибыли походу. Да, слушай, подраскался. Повисли походу. Повисли, да, Серега? Ага. Одеваемся, походу, в сапоги. Там тоже в серый. Ехали, хотел сказать, приехали, не доехали, ребята. 6 утра, 6:02. Ровно, ребят, сутки, как я выехал с дому.
Шли хорошо, очень хорошо. Я прибыл в 2 часа, и Серега меня забрал, и мы погнали с Вологды 200 с лишним километров до места, до снегохода. Снегоход у нас сзади. Ну, в общем, он переживал за эту дорогу, и получилось, что так и получилось, ребята. Тут уже стоят, там стоят. Короче, переодеваю сапоги, будем смотреть обстановку. Сели капитально. Мы потеряем ее? А, так прошлись. Нет. Там буквы Т. Ну все хорошо было. По-русски? По-японски? Нет, там сбивают, наоборот, по-японски. Потом же поворотник там в обратную сторону. Ну, аккуратно. Что, обунется, как говорится? Нет? Трос, мне кажется, Серега выделил. У него свои тросы. Металлические. Насколько далеко? Приехал трактор, ребята. Тоже рыбачки. Первого потянули. Ой-ой-ой. Страшное дело, ребят, смотрите. О. Страшное дело. Вот это мы заехали. Заезжаем, точнее. Я ищу дальше, что там творится. Непонятно. Тракторист 500 рублей берет, Серега сказал. Работка появилась у него. Рыбачков потаскать туда-обратно. Ребята пробуют. Без трактора штурмуют. Ну, Ниссанчик прет, блин. Мы на пузо сели, ребят. А Ниссанчик прошел. 500 рублей плюс. Сэкономил. Думали и погнали. Эх. Проскочили. Да не, мы здесь... Серега бы прошел. Просто немножко... Если бы вот так ходом пошли бы, все нормально было. Ну вот так, друзья, у меня начинаются приключения в Вологодской области. Правда, какой район, сейчас не пойму, потому что мы уехали 200 плюс. Еще едем. Утро начинается не с кофе, а с трактора. 7 час утра, как я и сказал, ребята. Мы заезжаем. Столько лосиных переходов, ребят, я еще в жизни своей не видел. Не зря славятся эти края лосями. Класс, ребят. Ну как класс? Приключения. Приключения, ребята. Все, протянулись. Подпускает уже все. Последний лед.
по ней, да, Серег? Вологодские дороги. Да-да-да, вологодские дороги. Попробуй доедь еще, доберись. Я вообще тут немножко осталось уже. Опять же, телефон тракториста есть. Правда, связи нет здесь. Ну да. Здесь еще глубже. Ну, ребят, все, мы на месте, так скажем. Небольшая деревушка рыбацкая и, в общем, парковка. Сколько машин стоит, там еще стоят машины, там машины везде. Но это полбеды. Забереги появились уже, как ни странно, давно, походу. Ну, и смотрите, кто-то и на нивках, и вон на таком проехали как-то. Ну, везде, смотрю, веревки торчат, короче, таскались. Такие дела. Все, ребят, у нас еще выгрузка. Потихоньку, помаленьку припарковались. Блин, побуксовали, конечно. Дорога такая себе. Добрались. Как добрались? Меняем транспорт. А так все, вон, крючки повтыкали. Видите, ребят? Тяжело. Вот он, красавчик. Это нормально все было? Ну, в пушку, да. Нормально, ничего. Восьмая гусянка, да? Да, да. Малыш какой. Опять чуть-чуть. Все, погнали. Мешок еще достать. Вот он. Царапки, все дела. А сейчас без царапок никуда, а? Ну да, снизу. Посмотрим, как на водоеме. Ну, что-то вон пошли, вроде все нормально. Крючок есть, да, согласен. Все, братцы, укомплектовались. Полные сани. Будем выезжать, пробовать. Ну, конечно, все подрастаяло. Как-то так. Все до избы. 10 километров плюс-минус.
Я в шоке, ребят, немножко маленько. Хоть уже вторые сутки не сплю, но глаза у меня открылись. Когда я увидел вот эту деревню рыбацкую, я думал, ну деревня, как бы, ну, у нас деревня, и там люди живут, какие-то старички. А это рыбацкая деревня, ребят, представляете? Это домики рыбаков. И вот это озеро, ребята. В общем, заскочили. Вот, ребят, фазан-то у Сереги. Вот этот дом. Вот это лично у Сереги дом, ребят. Эти все домики подняты от затопов. Охренеть. Просто целый город. Просто целый город на озере. Ну, шли-то по реке, и по реке домики стоят везде. Что, пойдем заходить, смотреть. Так, живца. Короче, живца. Живые там бродяги. Живые бродяги. Возьмешь? Так, жарится тут. О, сейчас нормально будет тут. Или он просто груз скинул? Он прям такой, а. Так вот, смотрите, тут же еще он не считал это? Считал, да? Сейчас 60, до этого вот сразу 90. Ну, ребят, управились немножко. Дела житейские, так скажем. Ну, заехали сразу на избу, потому что вещи все разложили, почистились. Снега практически уже не осталось тут.
Ну, сколько, сантиметров 25, тут местами уже вон поля. Красота тут у Сереги, вообще. Ну, лес такой своеобразный. Я первый раз камыш, ребята, увидел. Вот в чем дело. Серега говорит, здесь змеи есть летом. И не только лужи, но и гадюки. В общем, туалет, санузел присутствует без двери. Тут так модно, Серега говорит. На природе надо жить открыто. Вот. Прокатали дорогу, все. Достали, мы там по дороге немножко буксовали, грязи накидалось. Вот, в общем, марафет навели. Хорошо спас. А так вот, ребят, смотрите, какой дом. Это не изба, это целый дом. Что, Серег, пустишь, не? Сейчас, ребят, покажу немножко обзорчик, так скажем. Ну, тут жилая зона. Она топится и спится и кушается здесь вот именно. Сам дом здоровый. Сейчас еще ковры постелю на пол. Серега самая щука, судак, ребята, восьмерочки. Вот. Тут как летний. Ну, тут Серега хочет дела наделать, конечно, в будущем. Хочет тут сделать красиво все. Утеплить, обшить, чтобы прям четненько было, чтобы жилая комната была. Если что, здесь можно вторую печку вот эту вот маленькую поставить. Вон там есть такая сборная советская, из частей собирается. Вот она здесь стояла. Так, если по осени прохладно, да, протопил немножко. Протопил. Понятно, здесь зимой как бы не проживешь. Ну, слушай, да, ну тут, Серега, времени и денег надо, и времени и денег. Только так, да? Только это и мешает. Только это и мешает, да. Здоровье-то ладно, найдем где-нибудь еще. В общем, есть генератор, ребята. У нас будет свет, будет зарядки, в общем. Есть даже морозилка, где Серега как раз именно рыбу и морозит. Я пока делов там наделал на улице, Серега убирался, тут мышкой похозяйничали немножко. Ну а так, в целом, красота. Всё, готово, красоту навели. Печка топится уже, ребята. Ковры. Вот такой домик. Ну сколько, 3 на 4, наверное, где-то, да, Серега? Все, свет. 3 на 4. Ну, на двоих прям классно, ребят. Две. Зимой хорошо, то, что быстро прогревается. Ну да. Обшито вагоночкой, приятно. В общем, тут мышки поработали. Серега выбирал здесь немножко. Вот, и смотрите, ребят, какой вид на озеро. Класс. Ну тут, в принципе, да, вот прям жерлицы можно ставить их в окно, смотреть вообще в легкую. Все, ребят, сейчас мы обедаем. Потихоньку отдыхаем. Чуть-чуть. Там сегодня задачи, так сказать, минимум, но надо сделать все за сегодняшний день. 10 часов. Нормально. Я думал, даже уже больше. Задача минимум, поставим жерлицы, и там дальше больше видно будет. А завтра уже рыбалка. Заехали мы на 4 дня. Поживем и видим, что. Серега сказал, рыбалка будет. Так что посмотрим. Сегодня у нас халява домашняя. Да. От любимой тещи, да, Серега? Да, борщец от тещи, и картошечка там. Жена тоже принимала участие, она складывала все в контейнеры. Да, молодцы. Бабушка приехала, так расслабляемся. Пироги, ребятки. О, первый день, да, что, надо кушать свое домашнее. Капуста жареная не влезет. Но мы найдем ей применение. Да, конечно, найдем. И этому найдем, наверное, да, тоже? Да. За приезд надо немножко. Да, согласен. Доехали, все хорошо, не убились. Снегоход эти Ну, 300 килограмм вывез на себе все-таки малыш этот маленький. Чихал. Ну, вывез. Да. Ну, дорога, слушай, тебе скажу такая. Я прям в шоке немножко был. А что, от Ушта, да? А, то, что там-то. То, что там, да, немножко копали. Да. Ну что, вот так, да. Ну, круто, Так круто. вот, с другой стороны, да, сейчас вроде раскисло все, плохо, не нравится, лужи, не нравится, растаяло, не нравится. Зимой снега попоет, не нравится. Мороз не нравится. Мороз не нравится. Летом комары не нравится. Да. Не, рыбаки, ребята, они маньяки. Кто вот такие маньяки, сами понимаете. Все ломают, все
Ну и Что едут. мне снег, что мне дождь, что мне дождь Да, проливной, да, да? да, да. Так что Тогда, мои друзья, со мной. здесь такое, да. Серега, я тут звенел, ну вроде довез на избу гостинцев. А, красоту-то, да. Автоклав, Серег. Короче, тут самое последнее, то, что готовил. Вот это, допустим, это жульен с грибами. Вот это, допустим. Это вот как раз у нас лещ в томате. Вот Лещ этот. Тверской я Да. предлагаю назвать. Да. Вот. Где-то еще бобр был. Это Алена Сергеевна передала салатик, Ой, говорит, спасибо, на, от души. на стол, говорит, а еще где-то, как его, икра, Как сейчас есть-то? вот, икра заморская, баклажанная. И тоже все сами? Ну, конечно, Ничего себе. попробуй, вон, вообще вещь, закуска, ну, короче, Серег, надо куда-то прибирать тебе, А все это сейчас мы... хотя у тебя тут затарено все, не знаю. Мы сейчас как раз с картошечкой уже все и начнем. Еще. Так, вот это да, а это, вот это тут бобр сверху был, я еще в пакете. Бобр. Не открывай, его домой повезу. Всё. Здесь все. Понял, понял. А эту сумку можем сейчас с собой брать, здесь кофе еще 3 в одном. Ну, Это спасибо. Прям от души. От чисто души. так, чисто от души. У меня тоже есть. Старался везти, думаю, блин, разобью, а как-нибудь повезу. Привез. Нет, тоже гостиницу займешь, что у меня прям вот так вот уже, что это как живительное благо пропитание. У нас в деревне был случай, вот, весной от половодья. Мужики на ливно напоролись, тоже выползли и ну, друзья-охотники подлетели. Тоже костер быстро, ему сразу стакан водки залпом. Он выпивает и бам, сердце останавливается. О, зашибись. А типа говорят, что надо наоборот типа натирать. Ну да, да, да. А у него, видишь, он У него и так, да, и сердце не выдержало. Так плохо, да, ему, да. И, короче, он упал замертво и умер. Представляешь? Ну, вот, Кстати, очень много случаев таких, всяких различных, там вообще, по идее, в лесу я что тогда происходило. вот прогрелся, вот, по сути дела, бегом, что вот мы бежали, Ну, бежали, ты не бежали, не бежали, заболел бежали. ничего потом? Нет, нет, Нормально всё всё. ровно, да, спокойно. Вот, поужинали, как бы лег спать, и все, утром проснулся, как огурец, одежда вся высохла, из А избушки. мотор-то наш куда он? Да, он потом летом выколупал его. Я запомнил, где я нашел. Я потом его свозил. А сейчас как ты бы. как хочешь, тросик у тебя висит? Всё, Я всё его висит. сейчас висит, да? Теперь у него всегда висит. Пилу так мою утопили. То же самое. Пилили. Ну знаешь, вот эти там завалы такие. Все чистенькое, все сухое. Перед поездочкой все постирал. Все. Ну даже подсело даже все. Колошки такие взял, ребят. Двигаться тоже. Они как берцы типа сделаны. Ну вот так в палатке где-то что. Конец, а то постоянно в сапогах. Пойдет. В них и приехал удобно. Стоят там копейки. Так, ну все. Пообедали. Погнали. Наших городских. Кстати, это печенки взял. Куриные. Ага. Все по твоему рецепту, да? Строго? Строго? Конечно. Много Серега добавил? Нет. А вы думали, ребята, все так просто, что ли? Ну, тут простого ничего нету. Тут все серьезно, блин. А я-то думал, зачем второй аккумулятор? А тут все хитро, ребята, сделано.
Самоделочки, да? Конечно, самоделки. Кто такие кронштейны будет? Вон, ребята, смотрите. Никто не будет. Берите на пользование лодочный холод. Вот так можно его подделать и потихоньку закрепиться. Потому что будем сейчас по рабочим точкам ходить. Серега, ну тут ходит на моторе. И вот ими их будем проверять. Народу достаточно. Рыбаки то заезжают, то выезжают. Воскресенье сегодня. Мы заехали. Вот. Ну все, что, избенку протопили. Загрузились. Надо воды домой привезти. Ну, попить, понятно, у нас есть с собой пока на первое время. Там минералочка. А так на посуду, на чайничек. И живца будем реанимировать, потому что у нас компрессор чуть-чуть поломался. Что-то вологодские дороги что-то делают свои вещи. Да. Вот так бывает, да. Да, потрясло сегодня нас немножко. О, смотрите, ребят, как четко. Вот это я понимаю. А вы говорите там скиду, бирюпи. Во, ребят, все работает, все делает. Ну, пожалуйста. По красоте. Сейчас пойдем видеть. Ребят, сразу недалеко от домика, чтобы не скучно было сидеть в окошко смотреть. И Серега здесь полавился, да? Бинокли есть, поэтому мы можем прямо из окошка здесь пасти. Вот такой как залив, типа как заход. Вот Серега здесь на лодке заходит к себе на базу. Ну и вот здесь бросим десяточку. Сереги серьезный аппарат, там Деволь такой дурачок мощный. Вернемся. Ну, у тебя зверь, конечно, да. Не будем очищать, да? А что, нормально, там чистенько, что? Не-не-не, я имею в виду вот эту шапку. Или лучше в сторону немножко. А мы, наверное, будем сверху прикопать. Да, конечно. Что, Серега, какие ставим? Мои? Нет, здесь надо ставить мои с этой жесткой, толстой леской. Потому что здесь креста рядом, и она может быть еще ближе, чтобы не пообрывать. Я понял. Метров 6, не больше. А сколько оборотов делаешь? 2, видишь? Катушка большая. 2 оборота всего? 2 оборота хватит. Ну, можешь 2,5, 3 делать. То есть, в принципе, не принципиально. Я понял тебя. Вот, ну, начинаем. Так, а мне надо... Начинается у нас. Забыли этот. Полторашку специально обрезали, чтобы воду менять и набирать домой. Надо пляжку освободить. Блин, забыли, ё-моё, блин. Голова два уха. Так, ну здесь такой залив, ребят, видите? Вот этот, кувшинки вот эти. Блин, первый раз такого вот вижу, вот сталкиваюсь с этим, потому что вот ни разу не видел. Тут вживую посмотреть, ё-моё, блин. Тут не провалюсь, надеюсь. А то они подтаивают. Вот. Вон они, ребята. Видали, какие длинные? О, 2 раза выше меня. Сейчас скажут, ну, Дрюня, ты дурак, бля. А что, ребята, у нас такого нету. Для меня тоже интересно. Хоть здесь видал. И вот кабаны, вот именно вот поэтому же они гасятся, когда вот охота идет. Вот именно вот в таких же местах, правильно? На воду их выгоняют. Ладно, работаем. Погнали. Охота всем поделиться, ребят. И постоянно, ну, смотрю, кто чем работает, как, что. Ну, в общем, у Сереги тоже такой же шнек, как у меня в этом сезоне. Новый, который я брал. Надо подкрутить. А так у него Девольт. Ребят, смотрите, там какая кабина. Мощь, конечно. Конечно, мощь.
оставил. Ну пока можем оставить. Ну, то, что весной мне нравится, знаешь, там на лед их можно подкинуть там. Зимой это все там сразу массово. Открываю, да? Нормально набрать. Ну что, ребятки, оставляемся. Тут в Рогозе, вот Сереги, видите, леска 0,6 прям целая. И вот он использует такие еще резиночки. Прямо на поводок ее спускает, а потом затягивает, чтобы не слетало. Глубина прям с-подо льда сразу. Раз, два. Сразу с-подо льда, ребят. Ой, не говори, ну. А то чук-чук мне надоел тоже. Фото тишины. Спокойствия. 0,6, 0,5. А тут 1,2. Вот нам, по идее, надо вот 0,6 это типа 6 метров? 60 сантиметров. 0,6, 0,6, так видишь? А здесь 1,2, то есть вот. Где-то вот здесь я предлагаю как бы пихнуть. Не на самой глубине, а вот именно на свале. Вот сюда. Да? Сейчас точку поставишь и пойдем. Да, просто чтобы не потеряться. Тут аппарат. Сейчас зверь, машина. Херачит, прям херачит. Водичка. Красота, ребята. Это просто очуметь просторы. Я был, конечно, на Рыбинском водохранилище, я вообще там горизонта не видел. Но здесь практически так же. Серега говорит, вроде как около 50 километров она до озера. Представляете? Полтинник. Очуметь. В общем, да, рыбка здесь только по навигатору. Вот у него здесь наработанные точки. Вот он летом ходил. Какие-то бровки. Озеро, кстати, не глубокое на самом деле. Хотя такое большое, площадь большая, но глубины, не знаю, что-то, Серега говорит, 6 метров, что ли, самое большое находил. Ну, может, и есть глубже, конечно. Серега работает на камеру, тоже есть контент, есть канал. В общем, ребят, заходите к Сереге в гости. Ссылочка в описании. Так.
Забираем, оставляем. Серега добивает. Вдвоем, конечно, классно работать, когда напарник есть. Вообще милое дело. Блин, конечно, тут у Сереги вот эти жерлицы так себе. Серега говорит, тоже не нравится. Есть, конечно, более-менее, есть получше, есть похуже. Тут рядок пробуем бровку найти. Сейчас мы ее нашли. Посмотрим, что она покажет. Что еще мы поставили на свальчике, так скажем. Сейчас будем смотреть дальше. Ну, мы туда ушли, там тоже у кого-то жерлицы стоят. Люди рыбачат. Люди рыбачат. Блин, нам бы охота какую-то глубину найти, вот пару дней попробовать, на вибы попробовать. Будем смотреть, в общем. Так, друзья, новая локация. Серега мне прокатил, у меня аж в сапогах и в трусах вода. Местами лед ломается. Что, погнали. Модные, новые. Помните, ребят, да, эти жерлицы? Я привез их сюда. Я привез их, друзья, сюда. Жалко, конечно, если нарежу, потому что мы сейчас умотали в районе 5 километров. Ну, еще мель, короче. Так вот. Пошел. Пошел. Пошел, пошел. Так, ну что, еще одно место раскидали. Так, тут чуть-чуть, там чуть-чуть. Тут так ряд большой сделали. Сейчас туда попробуем. Вот приедешь в такие места и что тут будешь делать? В каких просторах, даже не знаешь, куда их ставить. Ладно, завтра поглядим. Сегодня выставимся. День заезда, самое главное, добрались, не застряли, не сломались, живы, здоровы, жопа только сырая вся. Так нормально. Ну ладно, все. Давайте, жилички.
работаете. Повернулся задом, ребята, потому что местами проваливаешься, едешь. Сейчас, может, покажу даже в каких-то местах. Сергей Батькович еще не бережет меня нифига. Че, ребята, 3 сработки вроде я вижу. Ну, одна вот уверенная, точно. Вот, подъехали от крайне, вот мы шли туда и вот начинали оттуда. Там 2, Серег, я точно видел, когда ты разворачивался. Так я в любом случае хотел проехать по ним, чтобы немножко шугануть, короче. Это прошло буквально, сколько прошло? Ну, час мы там были. Мы просто больше ехали. Наверное, да, мы где-то час ездили, туда-обратно, даже 2, наверное, да. Ребят, глубины-то толком нету. Ништяк, ништяк. Что, будем смотреть? Ладно, Серега сказал, как гость говорит, давай пробуй первый. Сейчас я обычно на коленочке помолюсь. Посмотрим, кто тут живет. Давай, сделай красиво. Нету? Нету. Первый блин комом. Ну ладно, сработочка была уже хорошо. Ну да, Что, согласен. наверное, окушок. Окушки, да, ты говоришь, тут балуются, да? Да, балуются вот так вот. Ну вот смотри, что-то побрило, видишь, по голове. Ну, нормально, нормально, это все хорошо. Главное, рыбка активно, живая. Все, меняемся сейчас. Прокатимся и посмотрим там, что будет. Не полная вылазка, но есть такое. Тоже? Слушай, тут даже что-то я грузил, не чувствую. Может, вкусила? Нет, вон тут поднял. А, видишь, что как произошло? Что-то тут непонятно. То же самое. Помусолила только, да? Вот так. Тут уже больше даже на налима похоже. Ну смотри, тут не знаю, зубики как будто он есть. Вон рано. Или окушки. Ну ладно. Мелко, да, что-то, Серег? Так живой не, нет? Или поменяем? Ну, скорее всего, это лучше поменять, наверное, да. Поменяем, что он без чешуи вообще. Не живет. Проверишь, я попробовать? Давай. Чья рука везучая? Давай, наверное, хозяина просто думаю, ну, что это опять приехал какой-то непонятный. Полная, ребята, у нас вымотка. Давай-ка. Серега, делай красиво. Вроде и натяжечка, смотри-ка. Как будто. Оба не везучие.
Это кто это такой? Хвост откушен. Его вот потеребенькиваем, видишь, он, Ну-ну-ну. он живой. Блин, а? Он живой. Ну, Серега говорит, здесь окуня, ребят, очень много долбит. Ну хорошо, если здесь окуня, значит мы завтра можем попробовать. Или сегодня, если силы будут и желание. Ага. И походить с балансиром. И тут, ребятки, есть. Прям возле избенки. Чтоб... Полная, Серег. Ну давай, последняя должна порадовать по-любому. Натяжечка как будто. Оп. Ага. Я ложку несу, Серег, на стольчик. Ну вот она и есть. А в пиявке да, еще? Ну, смотри. Пиявка. И не поеденная, это сетка, наверное. Что-то такое или в сети было, да, вон. Сетка. Да, вон, смотри. Ну что, поздравляю вас. Распечатали, ребята. Распечатали. Класс. Рыбалка началась. Класс. Все, мать, успокойся. Все, уже дома, уже никуда. Давай почистись немножко. Ну, килошница, хорошо. Ну, на чем ездить надо? На уверенном. Ага, сейчас взлетит. Реки. Да. Слушай, нам сейчас генератор, по идее, не нужен, да? Ну, эту... Все. Да? Зеленоглазые. Притормози, блин, рассыпал. Подметать надо.
Убираю плавники сразу, потому что они потом мешают машинке. Он цепляется и хуже чистит. Под плавниками, за плавниками. Правда, у меня секатор уже тупой. А вот судаком без секатора замучаешься. У него же жесткие плавники такие. Дикие. Давай мы чем-нибудь сгреем, да? Мучить не будем так. Да, вроде что-то ей немножко приходилось ей. Ничего себе, блин. Точно надо поменять. Тут можно полярность менять, и он должен, по идее, в другую сторону закидывать. Ну, слушай, да, имеет место быть. Эта щука, она еще мягкая, знаешь, ее хоть ножом можно. А судак уже тверже, уже сложнее. Опять же, вот спинка у щуки, она же жестко чистится. Брюшка еще куда не шла, а спинка такая себе. Правда, когда одна щука, а когда их 10. Я тебе про то и говорю. С одной-то будет ножом можно было разобраться. Да. Что страшно. Ну, смотрю, вгрызается, да? Вот тоже смотрю. Ну, это я придавил чуть-чуть. Но навык-то утратил, давно не рыбачил. С осени не рыбачил. Понял. По-настоящему-то. Понял тебя, понял. Ну, красавчик все. Все по уму. А теперь все как обычно. Ну да. Корка есть. Будешь делать? Да? Можно почистить, Серега, его внутрь ложить, я так обычно делаю. Так, друзья, ну что, покушали. Ну, там картошка у нас была еще с обеда. Серега капусту жареную привозил. Мы туда, короче, еще тушенки. В общем, нормально. Так, перекусили. А так буду готовить ужин. Приготовим печеночку. Как знаете, как мы любим. Со сметанкой, с лучком. Серега запустил генератор, потому что с осени не работал. Все работает, ребят. Морозилочку запустили. Заряжается батарейка на шуруповерт. Блин, зверюга, конечно, вообще понравилось. Делает красоту. Ну и в общем так, чтобы Серега любит изыски, так скажем. Любит по красоте все делать. Вот он почистит, говорит, и везу домой рыбу так. Дома вообще она у меня чистая, мытая. Просто размораживаю и все, уже сразу на сковородочку. Ну я, ребят, что, водичку поставил, согрелась на печурке. Посуду надо вымыть. То, что сегодня использую, домашние контейнеры Серега привез. Спасибо супругам, тещам. Вот так все вкусно. Домашняя еда, это домашняя еда. Но мы тоже готовим неплохо. Так что и у нас будет тут же все вкусно и четко. Термосок помоем, сейчас все заправим. Короче, порядок, марафет, ребят, немножко. Печурку протопили, в избе шикарно. Ну, такие дела. Сколько было таких с косочки разглядеть мою жизнь не смогли. В тайге, ребята, надо делать все самим.
Если дома жена посуду помоет, да и я вообще никогда не разделял, ребята, готовку там и мойку посуды. Если, допустим, у меня есть свободное время, надо всегда делать все сообща. Тогда все будет хорошо. А здесь дом, изба хорошая. Должно все цивильно быть, красиво, уютно. Все же для себя, правильно? Так что такие дела. И если кто-то на кухне, кто-то что-то готовит, это не значит, что это как-то неуважение, что ли, к другим. Или ты там как-то там низших низов, так скажем. Как многие считают и пишут, что я там какой-то там, Андрюха, ты там какой-то поваренок, там было такое дело. Ребят, вы дураки, которые такое пишете вообще на самом деле. Вы просто в лесу не были никогда. И не понимаете, что здесь никто не придет, вот за вас не приготовит, не помоет посуду. А жить в лесу это не значит, знаете, есть какой-то с одной грязной посуды, сковородки, одними и теми же ложками. Так что такие дела, ребятки. Вот и темнеет, брат. Потемнеет, чем уже через полчасика. Пойдем прокатимся мы. Вот тут посмотрим. У нас тут два загара-то точно есть с окна, прям хорошо видно было. Ну и те дальние. А на те не поедем. Я только высох. Буранка встает, подмораживает. Блин. По камышу, ребята, иду. Я удивляюсь просто мелочам. Так приятно. Охренеть. Подставай, Серега. Нету, друзья. Нету. Вымотала. Мотанула, да. Мотанула, дернула. Все, рубик. Дергается еще? Дергается, ну все, пусть плавает. У нас не так их много. Согласен с тобой. Еще флажок тут. Ну, скорее всего, еще ряда, наверное. Не крупные. Бьют. Зараза. Ну, подмораживают, ребят. Хорошо. О, а здесь полная. Может быть, кто-то есть. Если он только сработал, то может быть даже и налим пошел. К сожалению. Нет? К сожалению, Серег, нет. Фальстарт. Ну слушай, вот что-то похоже на налима. Чешуи вообще нету. Угу. Меняем, походу.
Иду пешком, ребят. Ну, что сказать. Поклевок есть, поклевки есть. Там, правда, мы на дальнике не знаем, что происходит. Здесь лупит окунь. Очевидно. Что будет завтра, непонятно, но проблема другая, ребят. Сломался снегоход. Хрен знает, что он коротит, дергается. Изначально он подергивался, но потом шел. Потом опять подергивался, шел. Сейчас вообще не идет. Такие дела. Друзья, доброе утро. Ну что, второй день, полноценный день, как я нахожусь в гостях у Сергея. В Вологодских краях, на озере, в таком шикарном зимовье. Ай, красота, проснулись. Сергей Васильевич, доброе утро. Доброе утро. Я обычно утро начинается не с кофе у нас сегодня, а у нас как раз сегодня, ребят, с кофе. Причем нормального кофе. Сейчас сделаем красиво. Серега гурман. Кофеечку Сейчас варит пьем. кофейку. Сейчас сделал покрепче, чтобы сердечко застучало, побежала кровь. Вот так. Так что сегодня утро с кофе, ребят, начинается. Ну, распорядок, что понятен, мы уже немножко для себя поставили цели. Ну, надо сначала нашего коня пощупать, потому что что-то там задевает. Ну, что-то мы вчера смотрели, вроде как разобрались, так что будем разбираться. Приблизительно понятно, Да. в чем проблема. Да. Сейчас попробуем решить, кофейку попьем, позавтракаем и начинаем двигаться. Начинаем двигаться, да. Умылись, собрались. Всё Хорошо. Все, ребят, Даже давайте. солнышко выглядывает. Да, Так кстати, что, дай солнышко. Бог, все будет хорошо у нас. Все, ребята, оставайтесь с нами. Погодой.
Погнали. Так, пока Серега занимается там у нас кофе, я приготовлю все на яичницу. С помидорочками, с колбаской, с лучком. Все как мы любим, ребят. Так. Сразу на тарелку нарезаем все. Шикарно выспался, друзья. Вообще вчера уже все, силы покидали меня. Потому что вторые сутки уже без сна в поезде тоже особо не удалось поспать. Да, перед поездками у меня всегда такая канитель. Не могу я спать. Как-то все думки какие-то лезут. Постоянно переживаешь, что-то думаешь, как, что, тем более как бы еду, ну, не наобум, так скажем, ну, еду туда, не знаю куда, зачем, не знаю зачем, как говорится, кому, не знаю кому, вот, ну, типа такого плана, ребят. А это очень круто, на самом деле. Серега оказался добрейшим человеком, очень воспитанным, очень гостеприимным, как бы. Мы с ним вчера вот хорошо побеседовали, пообщались. Как говорится, поняли, почем в Одессе рубероид. Вот и все. Сейчас позавтракаем. И погнали на лед. Сработки я уже вижу. У нас вот возле избы. Ну, дай бог, как говорится. На дальних краях у нас там хорошая трофейная рыба. Вот. А сегодня будем щупать окуня, который вчера нам жерлицы трепал. Мы сегодня будем его щупать. Так. Все. Лучок. Помидорчики готовы. Готовы. Колбаску, яйца. Все по этой схеме. Ну, погнали. Серег, сколько? Пятерочка? 4-5 как минимум, да. У нас до обеда долго. Соль не брал? Нет еще. Перчик, соль на нас. Серег, что-нибудь такое. О, 5 штучек. Самый раз. Это обратно. Вот в таком кейсе. Продукты, друзья. Тут есть все. Есть тут все. Походная колонка.
Там Ушицу, там что-то такое, на озеро, там еще куда-то. Аккуратно. Это называется уже, Серег, бигульме. Бигульме? Да. Ну, то бишь разбитый. Ну, допустим, есть, сам же знаешь, есть яичница, есть глазунья, да. Вот. Кто-то любит, я, допустим, люблю не доготовить, чтобы была вот такая тема. Понимаешь? И макать там сухаричком каким-нибудь, что-нибудь такое. Вот это мне нравится, да. Это как бигульме такая уже. Все вместе. Тут можно вообще реально рубать. И перчик пойдет, и чесночок. Даже вот шампиньончики и грибочки какие-нибудь есть, они тоже бы залетели. Пережарить, да? Да, да, да. А я еще бывает сыр люблю добавлять. Но это вообще прям царская такая. Сыр есть. Ну, я ничто не останавливаю. Яйца дорогие стали, зараза. Да, вообще конские цены. Вообще. Все походу. Все, вот это надо. Вот на этом и останавливаться. Все правильно ты говоришь. Все. Это пересушим уже. Да. Так. Друзья. Серега. Так как первый раз, я вчера тебе еще говорил, чисто этот, символический. Потому что, ну, я не знаю, ты заряженный дядька у нас. У тебя есть все, лодки, моторы, как бы. Что подарить, как бы, я не знаю. Ну, понятно, чисто символически, я чисто так. У меня были вот это новенькие вещи, у тебя есть снегоход, балаклавчик такой. Зима, правда, закончилась. Клево, да. Так что это... Балаклаву, моську свою укрывать обязательно надо. Она такая приятная, там какая-то. Это получается у нас Вот Багратион. Теплая, Багратион, да, тоже это вот по армейской теме тоже вот плесенькая. Ты знаешь, я кепки очень люблю. Вообще, мне многие пишут, что ты постоянно за столом в кепке сидишь. Да я люблю просто кепки. Круто, Короче, круто. таких нету, будет только у тебя, ну и еще там человек 20 максимум. Эксклюзив. Да. Супер. Спасибо. А это, короче, на избу, потому что я в каждой избе есть такой уголок, ну как у тебя, допустим, тот, знаешь, типа как этот. И ты просто так положишь, чтобы людям мало кто приезжал и задавали вопрос, что это такое. Что такое? Да, это ловят на Владивостоке. Я скажу, что я вот таких вот прям щук ловлю вот только на это. Ну ты че? И пусть попробуют, найдут такую штуку. Это я думал так. И в подтверждение вот эти головы буду показывать, короче. Все, я понял. Да можно прям на клык туда так и повесить. Да, вот так. Да. Смотри, да. Да. Спасибо, Андрюш, Все. спасибо. Да так, чисто символически, Серег, ладно? Блин, вообще клево. Так что как-то так. У меня тоже есть подарки. Да ты чё? Да, конечно. Сегодня вот утро прям у нас приятное такое. У меня же тоже есть подарки. Смотри, тебе наша достопримечательность. Это бальзам Старая Вологда. Целебный, лечебный и при этом приятный, вкусный, 40 градусов, все как мы любим. Только Тверское привез. Вот такое ты нигде больше не найдешь. Только в Вологде. Да? А вот это еще больше эксклюзив для Ларисы Юрьевны. Это скатерть. Льняная скатерть вологодская. Made in Вологда. Нифига себе. Все по фэншую. Вот она такие вещи любит. Самое главное, вот, кирочки. Это чистая из льна, кукла. Делают в Белозерске у нас такие. Ручная работа. Круто. У меня вот девки вот эти вообще они маньяки поэтому. Они сами куклы делают у меня. Вот посмотри, это чистый лен. Блин, Везде. круто, ребят, смотрите, а. Вот это приятно реально, потому что это буду вспоминать, потому что класс вообще. Да. Чисто вологодские такие вот продукты. Масло не стал покупать, ну масло и так можно в магазине купить. А вот ну, бальзам, наверное, сложно найти будет где-то в пятерке, там вот этих магазинах не найдешь. Приезжайте в Вологду. Красота вообще. Спасибо, приятно, очень классно. Я буду здесь шокировать рыбаков вот этой приманкой.
И своей модной кепкой. Да, они как-то стучат, я не знаю, но они, скорее всего, будут подряд, Серег, очень много. Резная? Может, под камбалу что-нибудь такое, да? Вот под дну именно, ходящее, что-то такое, да? Ну, это актуальная приманка, вот именно вот их там. Можно вообще на лимон попробовать как раз. Стучать то же самое. Еще подвесить. Да, да, мясо, хвостики, кусочки там, такие, рыбы, да. Ну, просто 3 крючка, конечно, в лунку, допустим. Не знаю. Ну да, да. Там лодка должна быть вот такая. Это максимум вот это отрезать и вот оставлять вот этот стук, как джиголовка тяжелая. Ну, да? кстати, да, Да, тоже да, вариант, почему нет. Вот это откусить. И для нашей цели пойдет. Рыболовные войска. Круто, круто, круто. Классно. Так, ну все, друзья, собираемся в поход. Сегодня мы уезжаем на целый день. Будем находиться на льду. И обед у нас будет на льду. Затариваю термосочек. Затариваю термосочек. Вот так вот лимончик. А, кстати, берег. Серега сказал, положить обязательно. Это мы с собой берем. Хлебушек. Сейчас по контейнерам тут все разложу. Что нам нужно? Будем уху готовить, скорее всего. Так, это лимонадик. Хотя у нас вот есть еще выпечка есть. По идее, надо ее доедать. Так, зелень. С собой брать луковицу, картошинку, одну, две морковку. И вся любовь. Больше там не надо. Это какой-нибудь пакет, наверное, положить надо, да? Обязательно. Подложим в печку, чтобы везде тепло было. Вот так. Отомление ее ставим. И нормально будет. Серега снегоходом занимается. Там что-то непонятно, там какой-то провод отходит. Вон. И когда едешь, что-то там аккумулятор что-то там, я не знаю, в общем, что-то в этом районе, но мы вроде разобрались. Сейчас Серега там посмотрит. А так все готово. Все заряжено у нас. Аккумулятор. Сейчас еще Саня там починить надо. Стяжками забить. Надеюсь, ребят, рыбку сейчас снимем. Ну и окуня сегодня пощупаем. Такие планы. Такие планы, ребята.
просушили, все зарядили. Все готово. Я понял. Я понял, что ты живой. Вот так вот. Готово. Сереж, ну что там? А все пучком. Сейчас еще вот этот чехол поправлю. И все будет четенько. Красава. У меня тоже все готово. По крайней мере пока. Сейчас живца еще наберу. И бочку отвезем, тоже воду поменяем, наверное. А так классно, ребят. Погодка распогаживается. Потому что мы с Сергеем собирались, у нас дожди стояли все дни. Вот это мы, конечно, переживали. Да. Ну, Сейчас даже вот солнышко выглядывало. не помеха дочь, конечно, но неприятно. Вчера оторвала ее. Заправиться будем, да, Серег? Обязательно. Понял. Сейчас, кстати, посмотрю, я думаю, что мы много не укатали. Да, ну, Но конечно. на всякий случай, как бы, да. Ну, это будет залить. Мало. Разменяли. Ага. Ну, все кушать хотят, Сереж. Да, туда. Конечно. И вроде как оно пошло. Вот, да. Так, заводим сразу. Перед отъездом запустим, да? Перед отъездом, да? Сейчас заводим. Сейчас просто подключим все там, что надо. Да, все на зарядочку поставим. И пусть она тарахтит. И генератор, конечно, вещь. Красота, блин. Ну, без него вообще никак. Это точно. Я попытался, но это не то. С собой столько аккумуляторов не привезешь, его зарядить не зарядишь. Ничего. Каждый раз новый с собой возить, такое себе тоже. А эти вот станции, вот эти зарядные, которые, ну, прям большие. Ну, вот портативно. оно клево, конечно. Вот по цене такой же. Он по цене как генератор. Да. Кто с палатками ездит, как бы, да, без бензина, там не пахло, не шумело, да, это клево. Это прям вариант хороший. Но в моем случае лучше это. Ну, это да, согласен. Здесь канистру с собой, и все, тебе хватит все зарядить везде. И со светом будешь жить, И с холодильником. и с холодильником. С холодильником. Зато если дождь пойдет, то будет спокойно. Хорошо. Давай чехол возьмем. Все, друзья, у нас готово. Да, конечно, это все не быстро. Время уже 10 час. Только-только собираемся, только выезжаем на лед. Но зато у нас, ребят, снегоход исправен. Вроде как подлатали вчера вот этот отбойник от снега.
Порвали мы его. Ну вот мы сейчас вот так еще делаем. Плащ-палатку вот так сделали. Но зато там вообще, ребят, красота. Все, водичку там поставили греться. Генератор все заряжается. Выезжаем. Выезжаем на лед. Сейчас обход. Надеюсь, мы спокойно доедем до дальних. Ну и вот здесь как раз к обеду попробуем окуня. Там, возможно, и за обедаем, и за ужинаем. В общем, но зато в избе порядок. Все сушится, все заряжается. Все шикарно. Дымок с трубы идет. Значит, кто-то там живет. Горит, да? Есть минимум 2 флага, да? Да, контакт есть. Что, сам попробуй, давай. Ну давай первый, если Серега позволит. Я? Давай сам. Полная вымотка. Полная. Нету? Блин. Обыдно. Кто погрыз? Слушай, непонятно, зубов нету. Зубов, ну, может быть, черенок мелкий. Мертвый? Мертвый меняем. Может, сохраним пока? Кого? На старого живца. Давай. На мясо, на глазки. Давай, давай, давай. Кушка будем ловить их. Пробуй. Есть. Есть? Да, ну нормально, что? А что-то такое интересное. Ну как, нет, не интересно, вот сюда пошла. Ну, конечно, такое себе интересное, но зацепило, вон, только-только, смотри. Да, я вижу усик, ну. Вон, ребят. О, Она уже вон, ну. вообще, видишь? Берем? Все, мешок? Берем. Мешок. Берем, берем. А тоже в пиявках. Вся в пиявках. Вон. Блин. Вот они. Ага. Блин. Все, подгоню сейчас. Все-таки стоят еще. Да, Стоят, не ходят. Пусть попрыгает немножко, скинет пиявок этих. Мы же с тобой вчера как раз вот здесь щучку вытащили, да? Да, вот прям здесь она попала. Вот это вот, на этой лунке. Красиво смотрится. 4 штучки. 3 прям в ряд. Ага. Последняя тоже горит, да? Да, да, последняя тоже горит. Вчера горела она тоже. Рядочек. Давай. Давай, Андрюш. Делай красиво. Слушай, натяжки нету, ну, не знаю. Что, нету? Такая же.
такая же тема. Ну, ничего страшного. Работки есть, значит, все равно будет рыба. Ну вот такой подразогнутый, слушай, не знаю. Вот я вижу, что такое. Если ты не экономишь, то лучше поменять, да. Все по-честному. Все по-честному. Проверяем. Натяжка. Все проверяем по очереди. Да. Есть. Сразу, да, было. Есть. Ну что, по ощущениям? Такое нормальное. Нормально? Ну, конечно, нет. Не трофей, но приятственное. Да ладно! Вот это щучка. Вот это красава! Вот это щучка уже. Да ну, Это я трешечка. понимаю. Вообще. Не трешечка. Спорим? 2800 будет ее, Серега. 2800, да, вот ты прямо Ай, опередил меня. красотка, ничего. Кстати, безмен есть, сейчас померяю. Вот это я понимаю я. Вот это Утро началось, кофе. Класс. Что несу, Серега, как все. Слушай, ну все равно сейчас явка. Вон, посмотри на льду, сколько их. О. Вот эта щучка, да? Вот уже нормальная такая, весомая, приятная. Блин, круто, красава, Серега. Че я-то? Просто повезло. Следующая твоя, третья. Видишь, черепашка у меня. Поэтому вот здесь вот. Да. В этом месте. Многие ругаются, типа, издеваетесь. Серьезно? Изя, лучше один раз добить, чем Да, конечно. ее мучить, вот это вытаскивать с кишками, вот это. Так, это мешок сразу. Все. Вот она, четкая, толстенькая. Вот там, вот так, вот здесь. Следующая, ребята. Вымазки нет, но... Вот прям здесь она сразу. Нет. Только сдернула, да? Да, бахнул вот это все. Мертвый? Менять надо все. Живец пошел в расход, как говорится. Живец пошел в расход. Ну что, взяли одну? Точнее, двух уже. Я думал, там в конце одна сработка, ребята, а там две. Один валяется. Серега поехал за телефоном. Оставил на избе. А без телефона никак, точки там. Флажочек отлетел. Полная вымотка. Красота. Работаем? Флажочек он лед уже, ребят, ломается. Все. Весна. Нету тут никого у нас, к сожалению. Такая же история. Еще и за лед зацепился. Давай, цепляйся. О. С травой вместе, с муровой. Ну, видите, удар. Видать, не крупная. Щучка балуется. А, нет, шевелится, ребята, еще. Живца у нас прям под расчет. Так что будем экономить. Давай, мать, ты, наверное, послужишь еще. Попробуй.
такая стоять. Такая какая-то красивая потва. О, заработала подруга. Подруга. Много сработок, да, ну видите, какие они. Сработок много, но они вот такие. Так, ну тут хорошо. Живец работает еще. Раз, два с половинкой. Все. Прям с-подо льда, друзья, с-подо льда. Опа, есть, Серег. Есть? Ну, где налим-то? И сошла. Сошла? А, нет. Нет. Трава была просто. Слушай, а почему где налим? Это понятно. Щура-то это хорошо, щучка это хорошо. Где налим? Щучка это хорошо. А где налим? Никодим. Продрал, конечно, но... Достал? Да. Тут с такими поводками, с такой леской можно работать, не боясь. Там, кстати, сработка была, Серег, но этот живой еле-еле оставил я его. Ну неплохо, 3 штучки. Две сработки, вчера 3 было здесь, и вечером окунь. Ну так. Там в конце и вот здесь одна. Так, не сильно, конечно, возле базы намного красивее. Мы тут хотим окуня порыбачить. Посмотрим сейчас, что. Поразмотала, да, и натяжка вроде есть. Давай. Пробуем. Ты. Трофей. Трофей? Да. Что, побор? Вот. Трофей, ребята. Ну, нормально. Пожалуйста. Хорошая лесочка тут щучка. тоненькая очень. И так тянется, знаешь, интересно. Ну, Хорошая. все. Красота. А? Ну, щучка Вот такая же, да? Да? Там. Отлично. Что-то тут она, да, все нормально. Блин, прям там, да, Да. кость. Да, 200 градусов. Ладно, сейчас сделаем операцию, вскрываем, закрываем ее, да? И в мешочек. Мешочек. Блин, почему щука опять? И судак. Ладно, найдем еще. Класс. Вообще класс. Но даже по одной так, Серег, слышишь? Ну, щука-то хорошая. Приятная такая, да? Что, сейчас перегон, Серег, да? 4 Да. километра. Вроде Сейчас. как будто что-то Серега там подшаманил, но все равно получше, конечно. Ну, сейчас попробую, еще раз протяну. Может быть, плохо. Но попробуем что-нибудь сделать. Сейчас перекур, попробуем подшаманить и двигаем И дальше. куда, да, вперед. Ну там нам интересно самим посмотреть вообще. Что вчера выставились и там вечером не были. Ну а так что, 2 хороших, 2 небольших на ушицу сегодня. Сработала медь вот эта интересная или нет? Да. Или опять в холостую? Зря. Зря туда ехали. Десяточку эту мотали. Туда-обратно 10 километров, серьезно, да. И плюс такие дырочки сами видели вчера. Такая себе. Ну как-то так, что. Ладно, нормально. 2 хорошеньких взяли, потом завесим дома уже. Потому что сегодня будем чистить, морозить. Сейчас хотя бы заморачиваться не из-за одной штучки, да? Да, нормально. уже оптом наработать. Пакетик такой. Да.
Ребятки, тяжело было, короче, мы уже 2 раза останавливались с Серегой. Думали, что будем снимать. Ну и будем снимать, потому что проваливаемся. Но мы приехали, просто все горит, просто все. Весь ряд прям горит. Космос. Здесь горит ряд, там горит ряд. Весь ряд, ребят. Кроме одной. Серега вот так поставил. Все горит, ребята. Через одну. Через одну. Одна пропуск, 2 пропуск, 2 пропуск. И там еще. Раз, два, три, 4, 5, 6 и 8. 14 загаров. Блин. Ну, короче, это... вот. Сейчас будем плюсовать, короче. Ну, 50 на 50. Понятно, что это Как не ты все, думаешь, там рыба. Забьемся? Есть судак? Давай забьемся. На что? На бутылку коньяка. Забились. Давай. Все. Работаем. Короче, не знаю, Серег, что думаешь? Тяжело По краю. забираться? По краю? Да. Слушай, очень тяжело. Мы вчера дважды этот ныряли. ныряли сильно прям. Один раз чуть не перевернулись из-за этих. Далеко, очень далеко, да. И вот мы думаем, стоит нам тут. Мы вообще хотели стоять. снимать. А вот сейчас. Я вот сомневаюсь. Ну сейчас покажет ребейка, да? Сейчас жадность, не знаю. Жадность осилить фраера или нет. погубит, как говорится. Что, попробуем, ребят, посмотрим. В общем, подумаем. Да, была мысль снимать, конечно. Потому что очень тяжело ехать, далеко. Лед, верхняя вот эта кромка тает, и в итоге проваливаешься. Как... Завтра еще будет хуже, послезавтра еще хуже да, будет. да, И да. вот такое. Ну горит все, Такое ребят. себе. Вообще. Я в шоке, конечно. Не знаю, что осилит, жадность или осторожность. Все, погнали. Начнем с крайней. Там на крайней прям сработал. Ну просто загаров много, а вот толк-то есть, нет. Если здесь трофейная рыба, то возможно мы оставим еще хотя бы на 1 день. Потому что в дальнейшем туда добраться будет просто невозможно. Вот оттуда прибыли мы. Ну, сработка есть, да. 14 загаров, я в шоке. Ну что, Сереж, полная? Ну, пробуй. Там может судачок. А он самый. Или окунь, или сюда, как топор висит. Но очень мелкий. Черенок. Серьезно. Живой. Живой. Давай попробуем. Вот, аккуратненько как-то сделать красиво. Так, где она? Ага, вот, вижу. Вот так вот держи. Давай. Жопу вот так. Так, делаем операцию. Двойники, да, вот чем хорошо, но с ночевкой. Ну вот проблема, конечно, вот рыба. Все там внутри. Тяжело отпустить на двойниках. Редко, конечно, попадается, что там Нет, по усу. все. Кишки здесь. Я понял. Блин. Так, ну первая и щучка небольшая. Пока 1-0 в пользу нас. Короче, хейтерам прям путь открыт. Да. Можете как бы верещать там. Небольшая, да, Ну, еще все, это бесполезно. Бесполезно, конечно. К сожалению. Я Идем пытался. Я пытался. Дальше, дальше у нас сработка, через одну сработка, через одну сработка. У меня первая тишина, сработка, тишина, сработка. Я в шоке, блин, жесть вообще. Идем дальше, смотрим. Пробуем. Тоже размотано все. Ну, что-то нет. Или есть. О, пошел. Нет, что-то небольшое. Небольшой, да? Угу. Может, конечно, судак такой белый. Окунь! А какой красавчик! Опа! Я в шоке. Вот это акушара. Вообще, слышишь, ну грамм 400-500 в нем есть. Вот такой. Нормально. Почти по локоть. Охренеть. Слушай, ну тут реальное место, походу, мне уже нравится. Слушай, Вот это акушок, а. четко, блин. Блин, красава. Вообще класс. Блин, нажарился, не знаю, пишите, кто-то ловил вообще окуней нажарился. Я всего в жизни Нет, раза два ловил. здесь часто, но Да? это прям достойный окунь.
Блин, нифига себе. Вот это да, блин. Итак, что у нас поболее? Все-таки жадность или Ну, осторожность? слушай, пока вторая жарится, вторая рыба. О, смотри, видишь, малька есть. Ага, лупит, да? Вон, видишь, маленький. Вон он, маленький, ребят. Вот такой вот. Выживцы. Малька лупит, да. Класс, вообще, ну, блин, да, круто. Да, что там интересно? Вон малька, не знаю. Уже переварил уже, да? Да. Тоже там уже, да? Да, Шаг, да, шаг. все полностью. Ну, конечно, что стоит уже сколько. Блин, круто. Вот так. Вот такой окушар. Вообще здорово. Красавчик. Вообще, я охренею, здоровый. Вообще жесть. Ах. Слушай, пока нравится, слушай. Какая? Вторая сработка? Вторая сработка, вторая рыба. Вторая сработка, вторая рыбина. Пока 2-0. Вообще полностью. Так, ладно. Оставляем пока. Так, третья, друзья. Серег, натяг, понял. Полного. О, долбит. Давай, давай, давай. Херачит, смотри, смотри, смотри. Смотри, что делает. О, трофей, походу, бля. Серег, работай, а. Нет. А нет. Опа-на. Блядь. Что, завел куда? Угу. Блин, трофей. Вот это трофей. Так, О, стоямба. освобождаем. Тихо, тихо. Да. Ну давай, поцелуй меня. Она еще в травку зашла. Давай. Аккуратненько сейчас. Вот это мы пупок нашли, ребята, рыбный. Угу. Третья сработка. Третья поклевка, сработка и третья рыбка. Да, пока не крупно, но окунь Да. прям все полюбил. За бабушкой давай. Четко. Блин, я смотрю, дергает, думал, слышишь, там прям этот. А тут на коротке, видишь, лески у тебя не особо много. коротенькая такая, да? Да, из-за этого, но класс. Класс вообще. Погнали дальше. Давно я таких, конечно, не видал моментов. Давай, слушай, ты. Полное, все четко. Так, что, работаем? Давай. Есть. Ну что-то где-то тоже было этот затянуто. А нет. Нет? Что-то, короче, такое же. Вот он. Вот он, Никодимыч. Я думаю, как так до сих пор налима нет? Ну ты представляешь, разнорыбица, а? Да. Если судака поймают, Вот. все. Сейчас поймаем. Это просто песня будет все равно. Ну, Серег, сегодня уху с тобой наварим. Просто знатную. С налимом вообще там без вариантов нельзя. Кто налим ловил, тот понимает. Это засранцы, они те еще. Идем дальше, друзья. Все интереснее и интереснее, понимаешь? Не, окунь просто уже все. Полная, Серег. блин, И это натяг. полная, да? И натяг вроде. Да. Есть? Да ну. Да ну. Серега, если судака достанешь, все, это будет просто праздник сегодня. Да ну, стравливаешь. Ах, она какая красавица. Черная, красивая. Кстати, смотри, нет, тоже есть пиявки, но немного. Смотри, какая красивая. Вообще озерная. Черная, Душечка. такая четкая. Это пойдет. Вот это рыбалочка. Это рыбалка. Он с края, Серег. Достанем сейчас сразу. Слушай, я уже склоняюсь. То есть ты готов еще? Пальцы, аккуратно, Серега. Хапанула? Чуть-чуть. Так, ну, я уже вижу полная вымотка, сработка. Ну, проверяем, что. Пробуем. Не знаю, натяга нету. Скорее всего, полоса же тоже должна быть, правильно? Хрен там. Есть. Есть. Что-то мелкое, очень мелкое, Серег.
Я ему рад вообще этому окуню. Если была мелкая щука, не. Налим, щука, окунь. Да ну нафиг вообще. Короче, мы здесь задерживаемся, походу. Здесь же. О, рыба, ребята, на пупке Здесь же стоит. щуку варим. Уху делаем, да, красиво? Конечно, здесь и встаем. Держи его. Сейчас вот так. Да, окунек-то хорошенький, чё. Прям вообще ушишный. О, ребят, а? Нажерлись, блин. Я в шоке. Серега, я в шоке, блин. Да, ну все. Красиво. Все полностью считаю, 100%. 100% результат. Вообще, посмотрим. не как у избы. Сейчас У избы посмотрим. процентов 20, наверное, да, такое? Там, вот да, это. да. Трубейка, Классно. Ну все, сейчас пошли за твоим. Все, с того края тогда начинаем. Да, с того края. И вот сюда выходим опять. Да, давай, давай. Пошли дальше. Идем в самый крайний, чтоб интрига была. Вот видели, ребят, что происходит? Я такого прям не знаю, не видел никогда. Полная, Сереж? Полностью. У меня тут лески, слышь, поболее. Блин, вообще красота такая, а? Да, вот это приятно, конечно. Для двуличника это приятно прям. Делай красиво. Что, первый я? Давайте новый жирный. Надо же трофеи этих. Есть. Есть, ребята, есть. Ну, не крупная, но рыбка есть. Непонятно, что идет. Не трясется, не бодает. Вот сейчас что-то начал. Череночек. Череночек. Есть вариант? Да. Есть, да? Да. Ага. Почти немножко зажег. Серега, аккуратно, да. Пальцы аккуратно. О, красава. Красота. Ну, всё, Давай за бабушкой, за бабушкой. Все хорошо. Красавчик. 100% результат. 100 пока. Вообще класс. Я не знаю, Серег, ну мне кажется, хотя бы надо еще суточки дать. Все-таки решился, да? Да. Оставляем еще. Разнорыбиться, но вот если судак сейчас еще попадется, все, 100% сразу я на уху падаю. Будем тут до вечера балдеть. Не знаю, И здесь с тобой можно ты как будешь? раз и с блесной ходить, и все. Да. И окунь есть, и щучка есть, и щурята эти. Все. В общем, здесь тормозимся. Здесь мы днюем. Ближе к вечеру, короче, двигаем обратно. Ну да, мне кажется, Всё. да. А там посмотрим, короче, по результату, что получится в итоге. Ладно, у нас сейчас целый ряд сработок. Поехали. Поехали дальше. Ай-яй-яй. Боженька, дай нам судочка, пожалуйста. Ух ты. Ой-ой-ой, какое оно приятное. Подожди. Сейчас. Есть, ребят. Есть. Не, однозначно есть. Ну я понял. Там что-то такое висит хорошее. О, сюда пошел, сюда пошел. Так. Упирается, Сереж, 12 метров еще. упирается, подожди. Ух, господи. Что, Серега, там делаешь, а? Дергается, подожди. Не залазит? Не заходит? Не, так, здесь еще 12 нету. Он где-то там Коряшка? за что-то опутался. Налим, наверное. Блин. 0,4 карповая. Давай попробуем отпустить его немножко. Дергает. Вон, видишь? Я понял. Полезки пальцем чувствую. Вот. Что, завел? Я завел его. Выдергивает еще. Блин. Может выдержит? Не знаю, может оставим пока. Или подождать пока? Да. Вот там все вроде заглотил нормально. Дергает. Ну там что такое интересное прям. Интересно, да? Следующая. Полная вымотка, Серег. Есть. Я вижу, да, есть.
Слушай, Небольшое. Ну, норм, что? Есть чередок. вот смотри, как Вот. пробило. Фига себе. Как этот. Вообще прям с этой стороны. Да. Ничего себе. Ну, интересные крючочки. Вот такая видовая, ребят. Заберем. Не, эту возьмем, да, нормальный размер, все. Где судак-то? Нету пока. Или судак уже не летит, уже не ест. Как-то по времени рано, но с нынешней весной так все может быть. Весна очень ранняя, конечно. Так, по логике вещей, 20 апреля у нас запрет. Вот. Но я говорил, что может быть, знаешь, он кислород почувствовал, тепло почувствовал. И, может быть, уже начал. Понял. Ну, странно. Пока все круто, очень круто. Рыба такая, да, но она количеством берет. 3 загара еще надо взять. Смотрим. Ну, где судак-то уже? Давай судак. Есть. Ну, нет, что-то такое вообще небольшое тоже. Такое ощущение, что мы какой-то детский сад нашли. Ну я понял, да. Опа. Налимчик. Вот второй такой. Змеючка. Нормальный налимчик. Нормальный. Хорошенький. Склизкая зараза. Не, слушай, рада, то, что, вот, знаешь, разнорыбиться, допустим, вот я приезжаю куда-нибудь, ну, я знаю, что только одна щука и все. А здесь, Здесь каждый раз сюрприз. да. А что там будет, да? И окуни, конечно, радует вообще мне. Тут понравилось. Я просто, друзья, рад вообще. Вот это, знаете, ну, это трофей. Вот зимой окуня поймать на жерлицу хорошего. Трофей. Ну, как-то так. Сейчас что мы? Насаживаем. Проходим полностью. Рвем ту по ходу жерлицу. И обедаем. Сегодня у нас уха. Как раз окушок попался, щучка мелкая. Да, Сереж? Я предлагаю сейчас налимчика и щучку. Налимчика и щучку? Во, у нас финская свечка мы сделали с собой. Вроде дождя нету. То, что нужно. Тут и посидим вечерок. А потом поглядим, что дальше. Ну, наверное, оставим. По-любому оставим. Ну что, как, блин. А завтра вдруг ночью сегодня хищник какой-нибудь такой выйдет. Так что... Что, вырвал, да? Я вытащил его. Вырвали, ребят, который за этот. Запутанная была. Я там делами занимаюсь. Смотри, я поймал его, короче. Всё, вытащил. Знаешь, почему он туго шел? Потому что у нас вот это еще есть. Все понятно. Но Судак? это первый судак. Класс. Первый. Класс. Да, небольшой. Ну все, там в топке нет. Даже при всем желании не отпустить. Прям вот так. Сеточка, да, короче. Вот смотри. Ну Прям понятно, самое да. жерло. Ага. Ну вот он первый. Класс. Первый класс. Ну вот почему он туго шел. Все Видишь, понятно. цеплялся. Ага. Мы собирали это. Вот так вот. Забирайте свои сетки, не бросайте их так. Ну что, первый. Ну все, поймали, мы окуня, все. Все, друзья, стрелялись, так скажем. Утренняя проверка закончена у нас. Только сейчас. Ну, плюс дорога. Поменяли мы жилцов с запасом. Ну, мы еще и мертвых поставили. В общем, налимчик поклевывает. Решили просто на дно положить, потому что что нет.
В общем, у нас хороший результат, мне кажется, ребят. Смотрите, разнорыбица. 2 хорошенькие, 3. Это прям вообще достойно. А, кстати, есть уже у нас весы, да, Сереж? Надо завесить. И окуня хочу завесить. А кунидзе прям вообще лютый. 2 налемяшки небольших. Серега все-таки спас и жерлицу, и судака, и будущую рыбу, потому что сетка была, мы ее достали и увезем ее и сожгем. Куда-нибудь выкинем ее. Погода, ребята, прям такой южный ветер, теплый, блин, хотя вот пасмурно, но красота. Я очень доволен уловом. Я еще не закончу, потому что будем вечером возвращаться, и там по-любому что-то будет стрелено. Так что как-то так. Я же обещал судака. Да. Хотя бы один. Давай, Сереж, начнем с окуня. Давай, сколько думаешь? Окунь? Я только не знаю, сейчас у меня на весах там 550, я думаю. футы какие-нибудь, там еще что-нибудь такое выставлено. Ага. Ну да, это у тебя какая-то этот ЛС, там что-то такое. Во, что другое. Так. Нет, это не то. КГ там должно быть, да? Или что, как у тебя показано еще? Я не пробовал даже их. Ну, рапала, они же хорошие. Что-то вот промелькнуло опять и все. Может, она только от 5 килограмм взвешивает. Да, не должны уже. Да блин. Сейчас, короче, настроим, ребята. Короче, Так и есть, не разобрались мы с этим. Хотя вот в настройках есть килограмм снизу. Есть. Щелкаем, нифига. Не включается. Ну, короче, вот, друзья, ЛБС 1.14. Кому интересно, посмотри, что Да. такое ЛБС. Но мне кажется, хороший, да. Полкилограмма как минимум. Такой толстенький, да? Да, такой. нормально. Это у нас где-то по трешку 2800, где-то 2,5, 2400, 2600, где-то вот в этом районе. 800, Ну, да, этот 500, там 600. Вот тут окунек 250. Ну, красота, что. Сейчас возьмем щучку небольшую и налимчика, Серега сказал, и будем делать уху. Именно здесь посидим. Кстати, пробовали поймать живца. Здесь он не клювает. Ну, это и понятно. Делать ему здесь нечего. Это где-то у бережка надо пробовать. У нас финская свечка. Серега с утра пильнул, пропил. Короче, крутая вещь вообще. Будем готовить, обедать, отдыхать. Второй день. Такие дела. Сразу такое, такое движение. Движение прикольно будет, да. Блин, Сереж, ни ветра, да, ничего. Ай, кайф вообще. Так, попробую я с девайсом, хотя я никогда... Я все по старинке ножом, блин. Взяли мы, короче, ништячки. О, у тебя Лариса Юрьевна отписалась. Слышишь? Что там Лариса Юрьевна пишет? Пишет, нормально, так уже на фоточку отреагировала. Ну да, первый день-то нормал. Рыбка есть, да. Класс вообще. Ну а все же там, ты правильно говоришь, там вот домики, да, Сереж? Все равно как бы там, ну, ставят. Да, там постоянно, там такой тоже как бы плесень поддается. Это везде тогда. Серег, без морковки, да, делаем? Без. Классику. Не будем. Будем делать классическую уху. Как же круто, а? Как кайфово, блин. На льду. Сейчас сделаем красиво. Ты своим? Нет, у меня там еще есть, конечно.
Не, я просто вот взял Енисей, как бы думал, может и им больше. Не будешь этот пачкать. Ну что, помыть можно. Он рабочий. Ну да, согласен. Покрупнее, да, Сереж? Ухаживай все-таки. Да, я вот только слизь убираю, хотя у налима это тоже чешуя-то по идее есть мелкая. Но она усваивается. Это же треска. Да, пресноводная треска, конечно. О, на лобу так сразу не говорить. Сейчас везде прогорит. Ставим. Ставим картошечку, грузим. Все красиво. Противоцитоном серьезно сделал. Это самый оптимальный костер, вот именно на льду, как плита, и очень удобно. Очень удобно, конечно, хорошо. Кстати, вот по поводу надреза, вот чурбаны-то разные бывают, понятно. И вот в зависимости от надрезов тоже и огонь, конечно, больше. Температуру, если, допустим, поднять на плов, там что-нибудь еще, надо большую температуру, делайте больше надрезов. А так, вещь. Чурбан кинул на снегоход, и все. И тема. Вещь. Лук попозже будем? Слушай, не знаю, можно все вместе, в принципе. Да? Да. Мы же на природе. Конечно. Пошел процесс. Полный котелок. Класс. Ложка на столе. Ну, что там сидишь? Вообще красиво. Не пробовал на соль? Попробуй. Картиночку убираю. Красота. Налимчик, щучка. Ерша не хватает, да? А ёрш ведро ухи. Наваристый. Ну и так, смотри, желтый. Все уже. Даже масляные эти капельки уже есть.
Я бы добавил. Добавил, да? Понял. Сейчас сделаем, значит. По ассортименtu. Печеночка. Блин, налимая башка. Смотри, какая шикарная. И щечки, и все на свете. Отец был царство небесное, вот он на линии голову любил вообще. Конечно, посмотри, она же. Там все высосет, помню, да. Круто, круто вообще. Ну у нас рыбы-то смотри сколько. Мы съедим, столько съедим. Конечно, съедим. Все. Остальное вот. Запивай, закусывай. Я понял. Щи и борщи, это, конечно, вкусно. Но вот уха, вот так на льду, на озере. Ай, это вне конкуренции. Ну что, махнем. За что? За отличную рыбалку. Отличная рыбалку, да. Времяпровождение. Красота. И солнышко выглянуло. Смотрит на нас, радуется. А выезжали, дождик был. Да-да-да, выезжали, дождь. Вот вон какая красота. Да, было. Сычу. Я знаю, что нужно сделать. Ну вот это прям, да, Самый хитрый, да? самый хитрый. Вилка, да. И свой соседский. Красоту наведем. Вдвоем одно лицо съели вот какой котелок ухи. 3 литра. Офигеть. Ну, друзья, 4 часа вечера. Выдвигаемся ближе к дому. Там посмотрим еще у нас сработочки, может какие-никакие. Ну и домой. Дел много. Снегоход не особо, конечно, хочет нас радовать скоростью. Ну, потихоньку ползем. Снегоход нас подводит. Да, Прям место, подводит. место, мне кажется, отличное. Завтра поглядим. Не будем сниматься, все обновлено. За нами чистота, порядок, биологический мусор. Немножко кровушки, пенечек догорит. На весне, может, всплывет кочерга небольшая. А завтра будет видно. Ну, а так дел много. Ребейки, ребят, везем порядком. Надо обработать, все сделать красиво. Ужин. Как всегда. Круто. Все, выдвигаемся. Сейчас будем опять плюхаться. Воды вот так не ломается. Вообще. Жесть. Такие дела. Все, увидимся там, наверное. Еле доехали. Там в такой капкан попали.
Вот чтобы вы понимали, сидели вот где подножка, еще вода скрывала. Метров 200, наверное, ползли так. Все, завтра по-любому сниматься там надо. И ночью при морозе тут маханем, мотаем и будет хорошо. Добрались до избы, 2 сработки, одна вот холостая. Еще загар есть. Ну еще туда съездим. Жесть, вообще жесть. Все, каждая соломинка, видите, ребят, что делает. Дырки просто. Ни черта. Ни черта. Я живая еще. Побитая, ребята. Жестко побитая. Но живая. Еще живет. Что у нас, Сереж? 2 сработки, ребят, здесь. И тут уже каша. И здесь уже все тяжело. Ужас. Еще порадует нас тут еще. Ну, что-то есть. Ну да. Небольшой. Небольшая. Угу. Пятерки нет. Пятерки нет. Ну пойдет. И, да. И давай. Ведомая, да? Да, ведомая. 800 грамм в копилочку. В копилочку ее туда. О, хорошо. Ну что, возле дома, как всегда, весело. А как насчет... Опа, есть. Есть? Сразу. Килограмм тащу. Живец у нас пол. Ну и килограмма нету, ну. Нормальная. Нормальная щучка, да? Щучка. Вон там еще сработочка есть. Добиваем. Угу. Добиваем, ребята. Ну, нормально, что. Сегодня половили прям от души. Только вот завтра я прям не знаю, как мы туда поедем. Потому что все валится уже везде. Да, это прям край-край мы приехали. Пришел один. Сереж, что думаешь? Будет щук? О, есть. Слушай, тут даже дергается, как настоящая. Вообще пойдет. Красоточка. Возле избушки, ребят. Ходить не надо, блин, и не мучиться. Щучка-то есть. А мы где-то это преодолеваем. Да. Как всегда. Красивая весенняя щука. Как говорят, да? Класс. Нужно создать себе препятствия и героически их преодолевать. Это про нас как раз. Не, завтра оттуда уезжаем. Как-то надо. Снимаем все, да. И будем здесь немножко работать, что получится. Лучше, как говорится, на твердой почве. Поприятнее так, нежели живется. Как лунки моют, ребята. Жесть. Домой водиться.
Раз и опять поехал. Поехал, Он да? прям поехал. Он к дому подъехал, говорит, надо поехать, что. Что, друзья, добрый вечер. Время уже 8:30. Отдохнули, присели, Серега, и, короче, вообще лень что-то делать. Так что-то сегодня день умотал. Хотя, в общем, как будто так особо-то и не двигались, но все равно прям воздух, свежий воздух. Как-то, не знаю, подустали, в общем. Что-то поубивало нас сегодня. Многие хозяйки, вот именно у мужиков, бывает, ругаются и говорят, ты же на рыбалке был, а тут приезжаешь, бывает такой замотанный. Я вот, бывает, еле ноги домой заношу, потому что в хлам просто убитый. Устаешь. После такого отдыха нужен еще отдых, на самом деле. Кто бы что ни говорил, это все равно сложно, тяжело. Тяжело мы, конечно, сегодня проехали, выбрались, но рыбу поймали. Не хватило времени, мы приехали 6:30. Уже начало темнеть, в общем, рыбу пока в снег, а завтра мы ее обработаем полностью. Почистим, будем морозить. Так, ну что, ужин, ребят, сегодня у нас будет простой, но очень вкусный, мой любимый. Печень в сметане с луком, такие дела. Сережа занимается в избе, порядок, чистит печку, топит печку. Но я здесь, так сказать, на кухне буду готовить. Газ у нас, благо, есть, плита. Красота, в общем. Ну что, погнали. Погнали наши городские, как говорится, поближе к деревне. Готовится, друзья, очень просто. Печеночка, это куриная, кстати. Кстати, это же у нас вологодская. Я такую уже еще не пробовал. Должна получиться вкусно. Друзья, в общем, как попало, все это делается. Режется вот так. Не надо там что-то там выдумывать. Какие-то пленочки, если попадаются, можно убрать, но я этим не заморачиваюсь. Просто вот так. Как попало, режу и все. Но получается очень вкусно. Особенно я люблю на рыбалке. Мы частенько, конечно, дома готовим. Многие спрашивали, Андрюх, а можно там какую-нибудь другую печень? Да, конечно, ребят, просто куриная печень, она нежная. Она нежная. А, допустим, если там готовить какую-нибудь там говяжью или там свиную, ну, немножко надо больше томить ее, немножко больше. И самое главное, друзья, ее не надо передержать. Кровушка пошла. Если ее передержать, она станет резиновая. Вот это самое главное. А так, я очень люблю в походах именно вот это блюдо. Мне очень нравится. И Сергею, кстати, тоже. Вот так. Кстати, можно уже запылить. Добавить масло, пускай раскаляется. Многие сейчас скажут, о, масло сначала надо раскопить. Ребята, все это мелочи. Поехали. Поехали.
чтобы девочки запомнили, да, все договоры. Ее не было. Не высушил? Я так расстроилась, что просто высказала свое мнение о том, что надо работать в сотрудничестве, чтобы и звукорежиссеры, и певцы, надо садиться за стол переговоров, если нужно, думать, как озвучивать за день, репетировать. Мы саундчек, к сожалению, там был достаточно и брикеты обычные. То есть еле-еле успели в наушники набрать необходимое количество инструментов, чтобы бомбит вообще класс. ритм. Нет, хорошая печка. Я здесь. Может тебя погреть? Нет? Ты помнишь себя, когда ты начинала. Есть ли разница? Значит, я считаю, что технически дети сейчас гораздо Ну что, Сереж, подведем итоги? когда были в их возрасте. У нас было больше, Сегодня прям неплохо, хорошо, но одно, да? потому что сейчас, к сожалению, Она все тает. чтобы набрать Она прям тает. душевных сил, нужно много ходить на концерты. Завтра будет, нужно много мне слушать кажется, все разных. видно. С Гарином Зоя влюбляется в него. Роллинг организует еще одно покушение, чтобы убить Киллера и вернуть Зою. Гарин впервые применяет свой технологию. Агент Шельга, посланный из Советской России в Париж, чтобы завладеть аппаратом, находит Гарина над обезображенными трупами людей Роллинга. Роллинг расстреливает Шельгу, отсылает Зою на свою яхту и вступает в сделку с Гарином. Инженер уничтожает заводы конкурентов, Роллинг аннилирует. Роллинг планирует захватить Гарина и его аппарат, но не все идет по плану Роллинга. Серьезные дела там у них. А Зоя находит способ связаться с Гарином. Завтракаешь, так и подвигаешься.
В большей степени, когда находишься в лесу, там где-нибудь на рыбалке, самое основное это завтрак на целый день. Остальное потом такое себе. Даже через силу нужно всегда кушать. Не лезет, но надо поесть. Потому что это наши силы. Ну вот. Десятку разменяли. Очень любят птицы. Вкусно, да? Освоили алгоритм. Они научились собирать изображения с более высокой вероятностью находки. Потом ученые взяли паузу. Они подождали месяц, после чего вернулись к эксперименту. Летом, да, Оказалось, что тяжело, да, роботы сохранить по-прежнему все это помнят. дело. Да. Надо готовить так в меру. Какая вероятность награды? Приготовили, съели. Вот и все. Ну да. Лучше в следующий раз заморочиться, да. А сейчас, конечно, кайф. Зимой тем более. Насудили, а не какой-то там банальный условный рефлекс. Ничего страшного, Надо полагать, что доели. и это еще не все достоинства народы, она вполне имеет их. Как А сегодня вечером что-нибудь такое приготовим, интересно. Покушаем. Еще ребра. Да, я знаю. Ты говорил, да. Конечно, очень много. Друзья, доброе утро. Доброе, шикарное утро. Ну что, прошла вторая ночь, как я нахожусь у Сергея в Вологодской области, в гостях. На шикарном таком зимовье. Просторном, большом. Мощно вообще, круто. Спали вообще отлично. Вчера протопились и, в принципе, всю ночь не подкладывали, а вообще спишь. Постель вообще шикарная, как дома, в общем. Мягенько, красота. Спится вообще изумительно. Уже позавтракали, умылись. Время 8 утра, сегодня пораньше встали, в 6. Ну, счастье не свершилось, потому что ждали небольшого мороза. Мы думали, пораньше встанем и попрем. 6 плюс, ребята, ночью. Естественно, все тает. Ничего не морозит, все только тает. По радио передают, там вообще какие-то бури. Там Московская область вообще плюс 23 на днях. Плюс 23, ребят. Ну, нам, мне кажется, хватит. Какие планы? Планы такие, ребят. Видите, никуда не заехать, не уйти, но у нас жалюзи там стоят, и их надо забирать. Сегодня мы их будем забирать. Плюс-минус пятерка, наверное. Тяжело идет снегоход, потому что местами очень большая вода. Он, во-первых, неисправно работает. Тяжеловато. Ну, в общем, сейчас какие дела, ребят. У нас есть еще 20 плюс живца свежего, который живой. Мы пройдем здесь все жалицы, которые у нас у избы стоят. Причем они неплохо ловят. Подмениваем. Те подмениваем и едем за теми. Ну а потом по живцу посмотрим. Что-то расставимся здесь. Добавим те, которые снимем. И, наверное, может быть что-то на удочку, на балансиры. Все-таки я набрал этих вибов, но пока не получается, потому что вчера у нас было куча загаров, мы там остановились. Такие дела вообще. А так шикарно, ребятки, шикарно. Здесь готовим еду. Газовый баллон. У нас вода. Все здесь помыть, приготовить. Все шикарно можно. Продукты вот так храним. В таком контейнере. В общем, как раз температура такая, как холодильника. И ничего не подмерзает. И опять же ничего не портится. ГСМ, которого очень много. Можно прожить еще здесь просто как минимум месяц, мне кажется. Дрова у Сережи заготовлены. Сухие, все шикарно. Протапливал. Ну, говорю, везде тепло, прям нормально. Вот. Ну и снасти у Сережи тут такие. В общем, ребята, это летние жерлицы. Такие же. Но это на бутылках, на грузах. Очень интересный вариант. Мне кажется, многие
видели этот процесс, то бишь не кружки, которые уплывают, а именно жестко фиксирована жалица, ее видно, и она получается вот так вот. В общем, Серега тоже такой жерличник, он летом и зимой ловит именно жалицы. Ну, моя тема, прям классно. А так, весна, ребят, видите, как птицы поют? Выходишь, о, слышите? Сережа говорит, бывают косачи, тут вообще шипят, прям шипят. О, ну это уже весна, капитально. У нас все тут тает. Заезжали, тут еще такой сугроб был. Генератор стоит, живец в бочке. Все, ребят. Зима отступает в этих краях и наступает весна. Все, сезон заканчивается. Ай, красота. Немножко хотелось рассказать, наверное, о доме. Ну, да, лучше Сережа скажет. Сережина изба. В общем, ну, смотрите, ребят, видите, как она поднята. Неспроста, потому что по весне, понимаете, идет половодье, затапливает, и вот именно дом так поднят неспроста, потому что здесь идет потоп, затапливает. И Серега говорил, что доходило вот именно до этого уровня, ребят, смотрите. Видите, краска поедена. Вот вода доходила до такого уровня, были такие сезоны. Вот. И у всех, видите, дома, ребята, подняты. Потому что здесь половодье. И можно на лодке прям заплыть сюда. И Серега говорит, что в туалет бродняк бывало ходил, говорит. Такие дела. Вот так. Интересно для меня, конечно. Снегоходик, Ирбис. Ну, вывозит, но немножко он, конечно, страдает. Сережа, конечно, поломал его тут уже местами. Ну, пластик говно. Не ПНД. Вот стартер тут поломала. С той стороны поломала. А так, имеет место быть. Небольшой такой утилитарник. 38-я гусянка. Ну что, ходит, бегает. Нормально. Мы вот так и закрываемся, чтобы Саня не залетала. Ну и там тоже вот дышал, конечно, все равно снегом закидываю, потому что мы прям вылетает. Вчера мы его завели в 10 утра, мы прибыли в 7, и он еще работал, мог работать, в общем, полного бака, ребята, на 12 часов, в принципе, хватает такого. Повар 2500. Шикарно. У нас вчера рыбка здесь, мы ее так и положили, сегодня будем заниматься. Ну и наш живец, все хорошо, которые остатки, он живой весь. Будем брать, менять воду. А так вот, как-то так. А? Красота. Конечно, я удивляюсь, ребят, как у нас, какая большая у нас страна и сколько всего разного. Как люди рыбачат и живут все по-разному, и какие условия у всех. Это круто. Вот сосед, получается, я вчера померил 8 метров, ребята, представляете? Цельный сруб, кругляк. Это где-то же находили такой лес. Шикарно. Серега покрыл крышу, говорит, недавно профнастилом. Ну, заниматься тут и заниматься. Тут прям можно реально делать. Сережа говорит, я, говорит, как-нибудь, но все равно сделаю здесь прям реальный дом хороший. А, ребят, красота, да? Красота. А так вот, ребят, основное помещение, это вот именно вот такая комната. 3 на 4, наверное. 2 кровати стоят, ребят, старые, кстати, солдатовские кровати, очень старые, плюс ковры, плюс вот это все, это вот у Сергея от бабушки, это прям реалитет такой. Небольшой столик такой, большое окно с выходом на озеро, часики у нас уже 8:30. Ну так все обшито вагоночкой, здесь столик,
утварь такая. Сереги тут запасов очень много, конечно. Тушенки всякого разного, перловки, гречки, кофе, чай, сигареты, газовая горелка. Все, короче, здесь, ребята, есть. Сергея. Ну, тут печурка вот такая. Хорошая, кстати, печь. Понравилась мне, ребята. Вот если кто-то вот такую увидит, прям берите. Во-первых, с юшкой можно готовить на ней. Она с конвекторами. Длинная. Вообще класс. Прям жарит. Очень мне понравилось. Каминное окно есть. ТМФ, что ли? Не знаю. Ну, крутая пища, ребята. Вообще зольник есть. Закрытие есть. Ты решаешь с тягой. У нас брикеты и дровами вот так нет. 3 брикеты кидаешь, пару дровин. Все, на одну ночь хватает. Ну, понятно, что тепло. Вешалки здесь. Сушимся здесь. Вот так вещи развешиваем. Зеркало. Вот как-то так, друзья. Освещение вот такое кемперское. Можно, то бишь, у Сережи аккумулятор. Он его заряжает от генератора. И потом просто пользуется аккумулятором, чтобы не тарахтеть. У нас радио. Не скучно. Все равно какая-то история. Потому что у меня связи здесь нету, ребята. Я здесь вообще не дозваниваюсь ни до кого. Вот. А так все классно. Лампа. Можно ставить красоту. Ну, в общем, шикарно, ребят. Шикарное зимовье. Домик такой. Очень круто. Понятно, что минималист такой, знаете. Можно здесь, конечно, и красиво все сделать там. И лучше, ну, Сереж просто говорит, нету времени. Нету времени заниматься, заезжать. А хотя здесь нужно и мостки ставить, и на улице обрабатывать. Все делать. Потому что здесь и тротуарчики какие-то, и будку для генератора, и туалет надо. Дверь унесло, видать, ветром ее уплыло. Вот. Ну и здесь заниматься. Так, друзья, готовимся в поход. Затариваем термосок. Вот казахстанский чай, ребята. Братулец, это от Паши. Пашка мне подгонял чаек. Блин, ребята, вещь. Хочу заварить его в термос. Раз. 2. 3. Чай просто великолепный. Он не всплывает, ребята. Он как кофе растворяется. Но я имею в виду не так, как этот. Он просто не плавает в чашке. Класс. Раз, 2, 3, 4, 5. Хорош. Сахара много не надо. Так, вчерашний лимончик. Туда его подзакидаем. Под коньячок мы делали. Чего не пропадать добру. Туда его. Вот, и сейчас нарезочку, наверное, сделаю в контейнер. Потому что мало ли мы там где-нибудь застрянем. На чтобы еда была с собой. Пиццу положу. И снова в бой, и снова в бой. В бой идут одни старики. Ну что, ты готов? Да. Все, у тебя готово? Камера здесь, камера здесь.
такой туман. Жесть. Сереж, пойдем в такой туман? Конечно, пойдем. Точки есть, да? Точка есть, в телефоне забито. Не, ну просто смотри, вообще же ни хрена не видать. Ну вот так, да. Прям молоко, да. Молоко вообще капитально. Ребят, сработка у нас здесь, возле базы. Туман поднялся страшный. Офигеть. Да, тяжело будет сегодня, походу. Вообще тяжело. Что, проверяем? Да. Жильца ничего не взяли? Ну, я думал, знаешь, вообще все ползет. Нет. Даже верхний слой еще стоит, все хорошо. Ну, дай бог. Ну что, пробуем? Первая сработка. Первая утречная в этих Траву в траве. вытягивай, там Жестко прям там вообще. там настоящая лёска. Ну слушай, глушняк вообще. Лёска тут у тебя хорошая, согласен. Угу. Походу оторвал. Видишь? Оторвал. Грузила нету, 100%. Нет, есть. А, все есть. Все есть. Рыбка оторвалась. Рыбка оторвалась. И крючок такой. Да. Печальный. Ладно, сейчас поменяем. Ну да, может такой леской рвать, конечно. Через трясину все это. Вот, ребята, если кто рыбачит в таких дебрях, ну, ставьте 0,6, 0,7. Проблем не будет. А рыба также клюет он. Ничего страшного. Ага, все, положил. Все. Я вон тут подкинул. Так, у нас понятно. Чуть дальше, друзья. 3 подряд прям. И дальше уже не видать ничего. Я даже не знаю, как ехать сейчас. Вообще не знаю. Все полное, да? Нет. Нету, да? Нетути. Жалко. Ну ладно. Там как минимум 3 подряд. Да, там все горит все, ребята. Сработок много. Тут у берега, конечно, прикольно. Но мы живца не взяли, потому что у нас мы будем снимать те верхние, сюда тащить и уже потом будем думать, что, как, какие переставлять, какие убирать. В общем, мы просто пока выдергиваем сработки, которые есть. Ну, я так понимаю, здесь полная вымотка и натяг. Ну, Сереж, тут что-то есть. Да? Натяг вроде такой хороший. Вот видишь, почему я вот по этой... Натяжок есть как будто, полная вымотка, да. Мне кажется, есть рыбка. Ну и как? Есть рыбка. Есть рыбка, ребята. Не крупная, Сереж. Такое себе. Шурагаечка опять. Шурагаечки, да. Угу. Они вчера здесь тоже были. Нас радовали. Есть. Это первая. Ну, возле избы. Самое главное, что... Получается, 3-я сработка. Первая рыбка, да? Первая рыбка. И самое главное, да, прямо у избушки. Угу. И главное, что тут не помрешь с голоду, реально. По-любому, хотя вот таких. Кстати, вот самая крупная же щука, да, она же отсюда. Здесь попалась, да? Да, самая крупная щука. Здесь у избы. Ну, заглотила. Небольшая, грамм 400 такая. 500. Ну, 450 плюс. Ну, глотит, ребят, глотает что. Я вообще в шоке. Как такой туман мы пойдем? Еще одна сработка. Вот изба. Блин, красота. Рыбка тут ловится. Шикарно. Да, есть. Есть? Что, покрупнее будет, да? Блин. Подожди, он застрял. А здесь тоненькая леска. Тут тоненькая, да. Вот почему толстую Серега леску ставит. Блин. В торосах выдирать, ребят. Вот здесь уже все на грани.
Жестко, да? Есть еще палки, знаешь, такие валяются. Она может вокруг палок обвести. О, смотри. Пошла. Видел? Стравила, да? Да. Ого. Бегает. Чтоб тебе. Слушай, ну уже вода качается в лунке. Ого. Убегает. Видишь? Ого. Угу. Видел? Вижу, Дернул вижу. сразу, да? Блин, а что делать-то? Налим, скорее всего. Да? Ну, обычно он такой, как дурачок, знаешь, это везде наползает, запутает. Леска на грани прям, Сереж. Она рвется уже, чувствуется прям, порвется сейчас. Да, это не 0,6, конечно. Ну вот, где-то четко было. Ну слушай, здесь по идее, вот знаешь, далеко до 300. Вон 300. Ну да, это мы далеко Сколько уже. здесь? Ну, метров 20, да. Ой, он где-то здесь нашел. Блин, такое прям тух-тух. Да? Прям тух-тух. Вот смотри. Ну вода уже плехает, слышь? Уже рядом где-то все это дело. Ну, да, недалеко. У меня же короткая леска. Я много не делаю. Тут какая-нибудь сеть там идет Блин, посмотри, дергает. с палкой. Блин, и что делать-то, Сереж? А? Ничего не сделать. Оставить пока. Оставить, проехать и проверить. Как обычно, как вчера. Ну, вчера же смог достать, да? То же самое было. Да сетку-то вытащил. Ну. Блин, дела, да. Посмотри. Травит, да? Да. На рыба хорошая, походу. Видишь, убегает. Мелкой рыбы она бы уже все сжалась бы, прибитая была. Она бы уже не О, дергала. убегает. О, блин, такое ощущение, что сеть, слышь, рвется. Слушай, такое ощущение, что вот она. Вон палка застряла. А, вон она, да? Давай-ка. Во, багор. Сереж, багор нужен. Да? Сейчас. Багор, ящик. Что тут намотал? Ты что достал? Еще лёжку достал. Ага. Там накрутило вот на палке, получается. Попробуй эту доставать рыбу. Сейчас. Так, видишь, надо хотя бы палку зацепить. Не мочи рукав, Серега. Так что делать-то? Целый день еще на руке. О, есть. Вот палка. Да. Сударь. Не зря мучились, да? Судачок. Даже у избы есть судачок. Да, небольшой, да, прям маленький. Успокойтесь, хейтеры. 40 сантиметров есть. Есть. Едомый и долгожданный, да? Вот, Я говорю, у избы, вот, Сереж. нашел, блин. Да. Где он такое собирает, да? Блин. Ну, нашел, насобирал. Блин, достали, молодцы, да? Да. В упор, ребят, снегоход идет, вообще не видно. Да, снегоход. Снегоход. Тоже серьезно ребята идут, смотри. Только заезжают, походу, Серега. Это Yamaha Viking. Ага. Professional. Только заезжают, походу. Четвёрка есть. Видишь, полные бочки, вещи. Только заезжают. Дальше у нас еще две, друзья. Серега, это на мертвую. Да. На мертвую. Вот, я тебе говорю. Всё Подъезжали, прям катушка, ребят, бьется. И там у нас работка еще. Охренеть. Во, в избы. Серег, никуда ездить не надо, рыба у тебя тут даже ловится. на трупики. Это на трупака вчера. Вот это грязно жалится, 100%. О, видишь? Ага. Бьет, Видно, вот бьется. там. Работаем. Вот, видите, ребят, слой как
продавливается сверху. Видно, что есть. Нет? Есть, да, но небольшой, Сереж. Ну, опять черенок этот. Опять карандаш. Слушай, недалеко тут. Дадим свободу? Ну, в принципе, да. У нас щучек много и так. Этот маленько закрутил, да? Тут по челюсти получил. Ну, все, норм. Ну вот, 2 щучки, судачок, сработочка дальше. Не крупная, конечно, но мы вчера здесь взяли по 3-шку-то одну. Так что тут место-то быть имеет. Вот, приехал, 10 желез поставил, затопил избу и пешком. Тут можно даже и рыбу поймать, никуда ездить-то не надо. А тут уже можно и туда ребят поставить. Мы, Сережа, тут 5 штук у нас стоит. И туда. Блин, вообще классное место, Серега, у тебя тут. Да. Рыбное. Прямо Вообще, в голодный год тут поймаешь, мне кажется. Да, да. Вообще классно. Ну что, пробуем? Сереж. Есть. Есть? Есть. Смотри-ка, блин, а. Трупики тут были вчера. Да. Тоже Ну, такое, тоже да? небольшой, да. Мгм. Вон она. Вон она, желтенькая. Песчаная. Шураганчик такая. Шурагайка. Что, это мелко, Сереж? Ну да. Понял. Там тоже все в топке. Хулиганка, да? Вон. Я ее по головушке тукнул, и она отрыгнула сразу. А это это наши живцы. Наше пробитие. Вон, вот да. А Так. вон второй живец, на который она попалась. Вот и хулиганил здесь. Вот они здесь и хулиганят, ребят. Ну понятно, наверное, тут. Но крупно это тоже и сударь заходит, друзья. Блин. Ну туман, конечно, я даже не знаю, как мы пойдем сейчас. Тут и так-то не видно берегов. Идешь просто по льду. Чисто пойдем по телефону, по навигатору. Дойдем, не переживай, все. Точки стоят, изба отмечена в телефоне. Телефон заряжен, поэтому нормально. Дойдем потихонечку. Понял? А так вообще конечно, красота, тишина, ветра нет. Сегодня прям такое, да, какое-то Мгм. непонятное. Это вот летом хорошо, это вот полный штиль. Прикинь, такой туман, красота такая. Летом вообще огонь, конечно. Ну, друзья, только так. Сейчас. Только так. Называется точка. Я покажу его даже. Блин, где? Точки. Вот. Железо с дрюней 1. Железо с дрюней 2. И бровочка так затесалась опять. Ага. Как первым поехали, да? Вот все. Всё. Вот так делаем. Только так. И все. Ну, мне кажется, Сереж холостая здесь. Холостая? Угу. Потому что не домотала как минимум. Да. Боданул. У нас вот окуньки. За спинку его. Да, так и сделан. Он тоже сорвал его. Ну хорошо, размотал это. Помотал, да? Точно. Помотал. Побегал с ним. Ну, это да, окушки. Вот так, видите, ребят, как проваливается слой. Полная вымотка. Может, и есть. Есть? Есть рыбка. Маленькая?
Ну да, такой небольшой. Ну, Не давит обратно, но да? не мелко, Сереж. Ну вот, да. Водичка хорошо пошла. Из лунки-то. Не хочет заходить. Сереж. О, Да ну. да ты Что чё? скажу? Это брат. Давай, доставай засранца этого. Вот это нормально. Вот уже, это да? хороший, ребят. Смотрите какой. Вот это уже пиявочка такая нормальная. Никодимчик, а? С хвостом кверху прет. А, друзья? Какой красавец. Ох, с меня жила рыба. Вот он хвостом прет. И хрен ты ему лунку затащит. Вон. Мощная рыба. Сереж, недалеко. Я мертвяка взял, представляешь? Да. Похрену ему. На другую сторону, Серега. Да, сейчас. Ребята, щучка, судачок, налим. Уже вот пошла возня. Здорово вообще. Красиво делает. И на мертвую, ребята. Вчера это было тут все мертвое. Вот те там точно. Эти мы даже не, они стояли позавчера еще. У нас стреляла середина, да, Сереж? Серединка И конец. и тот крайний, да. Это тут здесь, вообще не получается, работало. Начало не было. Нет, кстати, начало вон та. Да, Вот первая та была. работала. Да, да. да. А Это тут вот она опять пустая вроде. сработка Да, была. опять горит вон там дальше. Это тут не прям, работало. Рыба поперла, весна, ребята. Пошла. Она Мне кажется, поползла, там, да. Блин. Что, едем дальше? Поехали. Поехали смотреть. Хе-хе. Там еще интереснее. Есть. Не последняя, предпоследняя, да? Привет, последний, Сереж. А, там еще одна? Да. Дальше. Ага. А вот она не горит у нас. Маячок-то наш. А это горит. Ну видишь, мертвецы сработали. Да. Мертвая рыба. Все, даже на тропике работает. Все Ну. хорошо. Вообще классно. Поехали? Да. Я слышу. Есть. Ого, дергается. Ой, опять. Шура гаечка. Ну, блин, весь комплекс, короче, всяко разно, да? Шура гаечка. Здесь Блин, можно далеко а где взять крупная она. это, елки-палки. Мы вот здесь вот как раз с Васей тогда поймали на пятерку. Нет, может быть, конечно, было, может, пятерка. Ну, прям такая хорошая щучка была. И налимчики были. Да? Прям вот такие нормальные, на трешечку. Это было приятно. Ну как, налимчики. Налимчик. Ну, это уже на Один. Сейчас войдет в нас прям. Да. Ну, здесь-то увидит. Слушай, до сих пор его не видно. Вон. Вижу. Так это такой выходит. Смотри, как идет, Сереж. О, видишь, Из тумана. вышли. Класс. Вышли ребята из тумана. Так, ребят, ну что, вот, в общем, как-то неплохо, прям возле дома у нас. Вообще неплохо. О, чайка. Сова. Опа. Смотри. Сова. Сова, да? Да. Ага. Вон, беззвучно летит. Пошла по низу. Мгм. Сейчас предстоит у нас переезд, перебег вот этот жесткий. Я не знаю, как доберемся. Ну, доберемся. Да, доберемся потихонечку. Потихоньку с остановками доберемся. Да. Ну, снимаем. Мы снимаем 100%. Хотя там, ребята, рыба ловится. Мне кажется, что там будет загар и будет рыба. Но сниматься придется. Мы Здесь вчера хотели еще снять, но мы пожадничали. Пожадничали, что, да? Пожадничали. Что там, блин, столько сработок, столько рыбы, прям, да. разная рыба. Ну, вчера она прям дала там. Тот кусочек такой раздал. Ну и сегодня здесь прям, слышишь, неплохо. Мгм. Мы уже поймали, вон, ребят, порядком там 6-7 штучек. Ну, они не крупные, но там рыба вся едовая, хорошая. Так что, блин, сегодня у нас трудовой день именно по заготовке рыбы будет, по чистке.
Ну, сначала Сегодня надо прям доехать. заготовка, да. Мы вчерашнюю не стали вечером чистить. Ну, устали, честно говоря, так поужинали и завалились спать. Да. Решили, что мы ее в снег прикопали, она не попортится, все нормально. А что сегодня снимем и будем уже как бы все обрабатывать, да. И замораживать будем все. Все Ну и в общем с оттуда почистим. снимемся. Здесь максимум может что-то доставим. Так, чисто у нас живца. Ну, можно, кстати, вот посередке, допустим. Да. пустить вот так линию. К примеру, Линию там, здесь, да. да, что-нибудь такое. Где вот самые сработки были. Самое главное добраться сейчас туда. Краешек и середка. Да, ты правильно ты говоришь, правильно. Вот такие дела, ребят. Ну туман вообще, я в шоке. На камеру я вообще, наверное, ничего не видать. Хотя, вот я вижу, не знаю. О, птички какие-то. Все, ребят, весна. Видите? Они прям на льду нас там что-то тут говорят, езжайте, говорит, мужики уже хорош базарить. Да? Езжайте, снимайте свои жерлицы. Лед поэт уже, говорит, мы уже, говорит, прилетели сегодня. Нет, лед толстый, нормально, как бы без трэша не будем хайповать, там придумывать что-то такое, что прям тонем. Нет, у нас мы выезжать будем тяжело, Да. потому что по реке, Потому там что по реке, да. такой будет, такой лед плохой. Ну Прям. и что? Вон, мужики ездят, еще на мотособаках даже ездят, не только буранки. Так что нормально. И это нас успокаивает. Да. Прорвемся, конечно, да, Серега? Прорвемся, да. Так что нормально будет, ребят. Если что, где-то по берегу, там еще что-нибудь, нормально. выйдем. Прорвемся. Ну все, такие дела, что рвем, ребят. Сейчас переезд 5 километров по тяжелой дороге. Это тут вот так нормально. Там мы вот заходили вот так. Вот у меня нога здесь, и здесь была вода. Да, вот так шли. Вот так шли. Вот она прям до Копотины доходила. Я думаю, сейчас аккумулятор хапнет и будет бух. Вот так шли. Это вот получается, ну да, по сапог. Даже скрывать будет. Морда поднимается. Морда поднимается, Морда поднимается, да. то есть она все равно на лыжах как бы хорошо такой. Да. А жопа оседает. А жопа да. оседает, да. Ну с Богом что, пройдем. Так что такие дела, ребят. Сейчас пойдем в туман. Чисто по навигации, чисто по координатам. Короче, ребят, та же схема. Все горит. У меня вроде вообще весь ряд горит. Вообще весь. Я такого вообще никогда не видел, ребят. Охренеть. На таком квадрате все горит, полной вымотки. Ну, видите, много окуня.
Но у нас здесь трупаки висели, просто трупаки, не живец. Потому что мы вчера все просто на мертвых там посадили, 50 на 50 у нас живых. Все подтаяло на вымотке полную, блин. Охренеть. Так, первая жерлица из каких-то непонятных там. Все горит, все светится. Вчера у нас было 80% получается, от чего мы взяли. То бишь столько сработок было. Мы 2 холостые были и 2 мы отпустили. Остальное вся рыба была, мы забрали ее. Ну вот начинаем как раз с холостой. Холостая. Да, мертвый трупик был, вот рыба сбита, потому что за спинку зацеплена. Вот вам, ребята, тройники и так далее, а вообще без двойника. Бывает и такое. Почему резинки стал ставить? Почему резинки стал ставить Сергей Васильевич? Из-за этого. Непонятно. Из-за этого. Вот. Не все жерлицы оснащены еще резинками, к сожалению. И поэтому вот так. Ну вот, допустим, говорю, вот те вот двойники, такого проблем нету, понимаешь, Сереж? Там ну, они там как бы плотные, зачем да, им, да, они плотные. Так, ну мы снимаемся, все. Мы снимаемся. Без двойничка. Первое без рыбы и без крючка. Ничего. Да, есть. Есть? Ну что там? Терка идет. Есть что-нибудь хорошенькое? Хорошо идет. Хорошо. Хорошо? Почему мне не везет сюда на этом? О, чекарет. Вот. Щереночек. Пойдет. 800 грамм. Пойдет. Норм. Норм. Давай, рыба, Сереж. Вот так вот по красоте все это делается. Угу. Вот так, друзья. Вот она. Вот сорожка, вот щучка. Все классно. Работано. Нормально. И трава, смотри, Сереж, да, есть? Видишь, какая-то присутствует. да. Смотри, смотри, смотри. Дергается. Серьезно? Живая еще? Да. Сюда я красавицу. Еще поработает. Водичку бы туда как-то набрать. Ты знаешь, можно сорожка прям звезды весить. 1, 2, 3, знаешь. Да-да. Щуку поймала. Ну у меня было, у меня Звезда на прям. одного живца я 2 поймал. Или 3, я не помню. Было такое. Вот. Она прям ветеран. Ветеран уже. Боевые действия? Да, одну поймала. Все. Красавица. 2 поймает. Все, это прям по-любому. Пробуем дальше. Ну там прошли, там сработка есть, вымотки нету. Что-то такое. Окунек, что ли? Да, вот я его и тащу, походу. Сереж. Топориком прет, понял? Да? Угу. Ну, забодался. Нет, На лемяшка. братья наши на линейке. Пиёчка наша. Не, ну круто. Круто. Ребята, разнорыбица, а? Вы представляете? Все есть. Вон он, черный. Давай. Съел. Дай ему немножко. А то не хочет слушаться. Другое дело. Серега, выворачивай лучше. Так вот. Выворачивай. Плоскогубцы у тебя такие лютые, они там скручивают все. О, ребятки, вот такой. Килограмма нету, ну, жареный. Жареный. Черныш такой. Вкусная рыбка. Кто не пробовал, тот не поймет. Вот тут полная, друзья, вымотка. Пробуем? Пробуем, может рыбейка. Есть. Есть, да? Есть. Вот, красота. Ну, небольшая. По крайней мере, пока. О, вообще сюда пошла. Угу. Все, давай кушка на килошечку. Не. О, сударь. Сюда чё? Черный. Бля, посмотри, какой черный, а. Вообще. Черный, сударь. Маленький, но черненький.
Ну вот у нас, ребят, результат пока с этих желез. Видите, ребят, разнорыбица. Судачок, щучка и налимчик. Все такое не крупное, но едовое. По размерам, ребят, смотрите. Не надо писать на камеру, потому что непонятно. 45-й на босу ногу. Раз, два. Видите, да? То бишь у нас все по размерам нормально. А то там пишут там 300 грамм. Ребят, вы что, с ума сходите, что ли? Ну сейчас пойдем просто по ряду. 10 штук сейчас покажу, ребят. Ну, в быстрой перемотке. Все жерлицы горят. Вообще похрену хоть ни одной рыбы. Просто они горят. Это круто. Да, Васильевич? Прям вообще. Завораживает, да? Повторно получается. Мы вчера сняли. Да. Обычно не бывает. Не бывает такого, что опять... Выставляешь, красиво снял. Второй день 0. Чуть А здесь получается, похуже, да, может быть, да. А здесь получается первый день сняли, второй день еще больше. Да. Блин, все. Погнали снимать. Там столько вкусного. Вот. Погнали. Что будет? Жесть. Первый раз гонки нету. А я попал, да? Всем дальше. Кто знает, кто поставил сорок. Специально. Идем, два гонка полная. Идем, три. Гонка не полная, почти. Четвертая тоже горит. Гонка полная. Ой, буксует живой. Давай. Пятая. Гонка полная. Я хоть, конечно, как может быть. Все будет. Да, 8 делал, 10. На минуту. Шестая полная. Гонка. Вот тоже попал, все. Седьмая. Полная гонка. Здесь мы поймали с судаком. Восьмая. Не полная. Нет рыбы. Девятая тоже горит. Тоже где-то тоже есть. Тут не полная. И 10-я, ребята. Ой, буксуют, они идут. И 10-я, друзья, тоже не полная. Вот такие дела. Модную жерлицу. Давай, Нет. это? Нет, есть. 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 Ёлки. Хорошая, кстати. Серьезно? Да. Ладно. Блин. Я 3 прошел, ребята. Вот эти сейчас холостые были. Уперлась. Вот первая Сережина. Что, не заходит? Или что? Не. Ну, смотри. Видишь, убегает. Опять какая-то коряга или что? Нет, дальше нельзя. Да ё-моё, блин, а? Что за Ну, дела? прям там топит так. Ну, может, тут с корягой опять что-нибудь такое. О, все. Оторвал. Оторвал, да? Здесь, кстати, мы сетку доставали, видишь? Здесь. Ну, кстати, да, может быть там остатки сетки. Остатки. И рыба. Ну, вот так. Да. Ну, бывает, что, конечно. Не наша, что. Обыдно, конечно. Да, досадно. Ну, ладно. Как говорится. Ну, вот по ощущениям, там приятная рыбка была такая. Да, прям. Что, прям дальше? Давай, делай красиво. 5-я. Ага. Есть? Да. Слушай, Сереж, хорошая рыбка. Ну, как хорошая. Пойдет. Походу, сударь. Я готов. Или налим. А, судачок. Смотри, какой. Красивый. Это, ну, самый крупный Да, из всех, что у нас было. Хороший, да. Маленький, но нормальный. А? За сегодня красавчик. Какой, ребятки, а? Судачишка-то. Вон он, ершило. О, красавец. Вот пошли бы местечко. Вот именно вот эти полосы. Интересные. Так, ну что, у нас 5-я. Идем дальше. Там холостые, все подняты, сейчас какой-то обрыв. Ну там рыба была. И вот, пожалуйста. Ну, килограмм, да, сейчас? Пробуем? Пробуем. Оп. Нет. Есть. Есть? Да. Есть. Вот такое приятное. Что такое?
Прям сюда пошла. Бежит, да? Ага. О, щука. Щука, Щука. Вон. Вижу ее. Ага. О, хорошая, блин. Ништяк. Выгрузил. Вообще ништяк. Красивая какая, посмотри. Да. Уточка. Блин, дерзкая такая. Она прям такая, знаешь, как по книжке, научная. Красивая. Пятнистая, черная. Нормально. Класс. Вообще. Красота. Вообще огонь. Ну вот, в общем, друзья, что нам умудрилось поймать сегодня. Есть налим, окуня, правда, нету. Вот, ремяшки. Два таких хорошеньких. Неплохая щучка. Вообще неплохая. Да, здесь такой стандарт прям. Даже сударь такой попался. Ну вот этот, мне кажется, прям пойдет. Кило. Вот такой хорошенький. В общем, рыба прет. Сегодня нам надо чистить будет ее очень много. Все обрабатывать, замораживать. Ну мы тут все сняли. Так что будем в низовьях, там возле избы что-то мудрить. Живца у нас 20+. Все, что есть. Попробуем еще поймать. А так шикарно. Шикарно, на лемяшке. Ну, трофея нету, да.
Приехали? Вот так. Вот так? Вот так. Не знаю, вот так раком мы стояли, да, вот так. Что? Доехали? Доехали. Все. Живы? Живы. Не утонули? Вообще нет. Вообще нет, да? Вообще нет. Даже не искупались, да, Серег? Даже не искупались. Ну да. Ребята заканчивают с рыбалкой, наверное, нахрен она все, наверное, надо Нет, уже. не заканчивай. Сейчас живцов приедем. На живцов нет. Ехали вертикально практически местами. Не знаю, вон Сергей Васильевич спросите, что он скажет. Все. Ты боялся? Я нет. Нет? Так мне не видно. Я только вижу вот так вот. И все. Ребят, так не делайте. Ну нафиг. Так оно не надо. Не повторяйте так лучше. Лучше дома спокойно. Теплая лунка там есть у кого. Туда закинули, там клюет всегда. Здесь это опасно. 5 километров нам удалось очень-очень. Но он сегодня, он прям работал. Он прям фигачит и фигачит. Прям четко, да. Тяжело ему было. Что все, конец. Дорогу Конец, видели там- сами, там ребята. оставимся и все. Вот так, вертикально бывало. Вот так вот. Прям реально рвали там где-то местами. В одном месте мне казалось, что даже провалились прям под лед. Потому что он так бульк, вук. Ну вот эти лунки, может, размытые какие-то большие. Ну там все черно, черным черно. Ну да. Ну это Доехали? Доехали. доехали, все нормально, все хорошо. Так, что мы сейчас? Перекус быстренько. Перекус, потом едем живца ловить. Едем работать. Наловим, меняем, ставим, все. Ну, такие дела, ребят. Все. Сейчас быстро перекусим и погнали дальше. Надо сейчас тут выставить немножко. Вот то, что мы сейчас сняли. Бац-бац. Ветерок, конечно, разогнался. Ну ничего, пойдет. Протопимся, блин. Что, Сереж, 3 штучки, да, хорошего, мне кажется, да? Больше закидываем. Больше? Конечно. Жара будет То есть друг на друга вот так. Я понял тебя, конечно. Штуки 4, как бы 5-6. Ну, вот так я домиком сделал. Да, домика. Поехали. Кстати, вот почистил, лучше стало. Да? Ну, тяга это понятное дело. Тяга появилась. Вот так. Угу. Фига себе. Вот это да. Чистим и зарубаемся, да? Кто первый? Вот это чиселка или настоящий рыбак, но с ножом? Кто первый? Китайская чиселка, нож. Пробуем? Поехали. Поехали. Так, что, братва, добрый вечер. У нас вот небольшой баттл с Сергеем. В общем, хотим потестировать вот именно швейную машинку, вот эту чистилку. Хорошая, кстати, тема. Не знаю, многие уже, наверное, такие приобрели. Это не батл, это заруба прям. Заруба? Вообще четкая, жесткая, жесткая. Ну а так, братцы, смотрите, рыбки сколько. Ну, мы так посчитали, килограмм, наверное, около 40 плюс-минус. Хороший окунь. Вот такой, ребят. Налим. Килограмм плюс. Есть судак. Кило плюс. Ну и щука. Есть даже 2 плюс. Ну да, это 2 плюс. Вот такая, ребят.
Надо обрабатывать рыбку. Мы сейчас все это почистим, все разделаем и заморозим. Да, Васильевич? Все морозим. Чистим. Все морозим. Потому что есть генератор. Есть генератор, есть морозилка. Вот такие дела. А так, ребят, находимся в Вологодской области. 16 вечера. И 2 камеры. Поехали. В общем, друзья, как и не старался, как и не пытался, так и не смог я обогнать Сергея. Да, хорошая вещь, друзья. Обратите внимание, кто обрабатывает много рыбы, допустим, да. Понятно, когда 1, 2, 3 штучки, в принципе, справится и нож, но когда вот порядком рыбы, у нас в данный момент около 40 килограмм, но вещь прям хорошая. В общем, с Серегой образовали дуэт, включили музычку и погнали. Сергей на чешуе и обрезает ножницами плавники. Ну а я, ребят, спарываю, убираю кишки, убираю жабры, ну и моем, в общем. Так мы и потихоньку обработали всю рыбку. Кстати, друзья, такой у меня вопрос к вам. Он такой частенько такой больной бывает. Иной раз покажу, когда разделывает супруга у меня рыбу дома или, допустим, мама, то мне пишут, что настоящий рыбак должен чистить рыбу сам. Но, опять же, друзья, я разделю это мнение, потому что, допустим, у меня мама сама с деревни, с реки Печоры, в которой очень много рыбы, и в детстве, ну, практически жили на рыбе. И мама у меня с детства занималась рыбой, в общем, ну, она у меня умеет, она у меня могет и так далее. Супруга также спокойно этим занимается, она уже смотрит у меня, куда эта рыба пойдет. Если, допустим, щука там крупная, то она пускает ее на филе, а если что-то там еще, то она сама нарезает и готовит, в общем, допустим, на котлеты. Вот у меня такой вопрос, друзья, как вы считаете, как это правильно или неправильно? Да, понятно, что мужик, настоящий рыбак, должен добыть рыбу, ну а хозяйка приготовить. Но добыча должна быть чистая, потрошенная, получается так, да, друзья? Но опять же говорю, вот у меня женщины мои могут. Так что тут такое спорное решение, я считаю. Зимой, в принципе, это невозможно, но вот в данный момент у нас весна, у нас погода, в принципе, позволяет, и Серега говорит, я вожу рыбу всегда так. Так что мы, конечно, ее почистили и обработали. Дела. Я думал, пакеты тут гасишь, публиком собираешь. А что, потом вываливаешь? Несколько постелил. Ну, я понял, да, я вижу. Ну, только так-то много довольно, конечно. О, вот это. Огонек. Комментарий. Хороший.
Нашим женщинам, кто улучшает у нас демографию. Хочется поздравить всех сотрудников, кто на сегодняшний день и кто раньше. Где уют, бани есть и министерство. Иду, Сереж. Праздник. А песня-то какая, Сереж? Денчик, Денчик. О, Денчик. Ну что, друзья, доброе утро. Третий день, как я нахожусь у Сережи в гостях в Вологодской области. Значит, сегодня у нас третий день. Третий же, да, Сереж? Третий день, ребята. Вчера шикарный насыщенный день был. Все руки болят, рыбу обрабатывали. Как настроение, Сереж? Настроение огонь. 8 Вот утра. поесть, по кофейку выпить и вперед. Живцов. Да. Живцов поесть. Такой план, ребят. Сегодня у нас погода нелетная за бортом, смотрю, вообще ветер сильный. Уже приготовили завтрак, макарошки, вчерашний ужин. Туда яиц бахнули, сыра и покушаем. Живца нету, поедем сегодня на удочку порыбачим немножко. Вот. Живца поймаем, 20 плюс хотя бы, и классно. Ну а так что, умылись, проснулись, слава богу, все хорошо, да, Серж? Да. Классно. Печка топится, друзья, в избе шикарно. Спится, ребята, на этой кровати, я вам говорю, если приедете, вот эту занимайте по-любому. Потому что она самая лучшая, мне кажется. Вообще спится, я там туда проваливаюсь и все, вообще, блин, классно, я там высыпаюсь просто вообще. Выспались, хорошо. Вчера много день, вчера насыщенный день был вообще. Но сегодня будет намного круче, мне кажется. Задача поймать живца,
обойти все жерлицы, потому что с дальнего кордона мы сняли, слава богу, мы оттуда сняли. Ну и как раз сегодня поедем на речку, посмотрим, как там обстановка, потому что, ребята, все тает, очень все тает. Ночью плюса, 6 плюс стоит, соответственно, выезд нам, мне кажется, тяжело будет. Это прям последний лед именно в этом районе. Жестко. А такие дела, как все, кушаем, не унываем, все хорошо. Выпечка. Каяк. Вот ты умеешь, да, умеешь. Уговоришь, конечно, да. Нормально. Все хорошо. Все хорошо. На бойцов частных военных компаний. Премьер Михаил Мишустин сегодня выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства за прошлый год. Ряд стран получил значительные повреждения в результате землетрясения. За сегодняшним утром, за сегодняшний день, я думаю, пройдет нас успешно, как и все эти дни. Конечно. Нам осталось полторы еще. Полторы эти контейнера забить. Рыбку ловим хорошо, вообще замечательно. Рыбка разная, классно вообще. Да. Давай, будем на здоровье. Хорошо. Улыбаемся. Мы вам благодарны за то, что вы очень вовлечены в этот процесс. Я знаю, что вы лично встречаетесь с нашими ветеранами, с нашими сотрудниками, дали высокую оценку. На рыбалке все. Это нам туда. Ну вот, все, ребят. Порядок. Порядок должен быть всегда. Тогда будет, ребят, правильно. Все, посуда помыта. Все хорошо. Вчера крики дал. Очень крепко был. Сегодня 2 забахаем. Братуха, тебе привет. Спасибо за чай, братан. Чай класс. Вообще. 2, 3, 4, 5. Сегодня по сваче сделаем. Глюкозка тоже нужна на водоеме. Сладкий чай это не вредно на льду. Это хорошо, это помогает силу восстанавливать. Ну все. Готово. Готово выезжать, ребят. Сегодня ветер сильный, конечно. По рыбалке, конечно, на мормышку это очень плохо будет. Но как-нибудь, как говорится.
Все сработано. Раз, два, три. Четвертая. Одна не горит только. Текильки все, ребят, скрылись уже. Камыш. Опасное дело. Да, Сереж? Опасное дело. Вон, посмотри. Да, там беда уже. Все сработано и повалило, ребят, потому что ветер сильный был. Сильный был ветер. Вот. Ну что, достаем. Повылетали, ребята. Хорошо. Прям хорошо повылетали. Ну где-то сработка-то есть. О, видали, как отнесло-то. Сейчас смотреть будем. Нету никого. Все пожамкано, поедено. Не, Сереж, то же самое. Вот там надо смотреть. Там полная вымотка. Полная, но смотри, натяга нету. Вот еще перехлест. Ну посмотрим, что. Не, побаловалась, короче. Так. Да, зараза, а. Опять что-то похулиганил. Много сработок. Очень много. Вообще. Смотри, что сделал, а. Аж завела, блин. Под хвост. Тройник. Ладно. Мы его сейчас пока так. За спиночку. Потому что работает здесь. Так это дело. Щучка небольшая. Кушок, что-то такое. Не крупное. Ну работает на мертвую рыбу, ребята. Так что даже тут с мойла приедешь и даже тут поймаешь что-нибудь. 100%. Хорошее место, щуки много здесь, в пушинках вот этих. Можно поймать здесь на жареху 100%. Все попадало, да, Сереж? О, сегодня ветер жесткий, все попадало. Там упало, там загар. Там упало загар, здесь нету, здесь загар. Вот такие вот неполные вымотки. Сейчас будем смотреть. Охренеть, ребята, вымотало все полностью. И смотрите, налим. Жерлица убежала, да? А вот маленький. Красивый. Офигеть. Есть просто все. Сереж, понимаешь? Есть вся рыба. Вообще. Это круто. Смотри, какой красивый. Да. Берем. Красивчик. Красавчик. Красивый. Берем, Сережа, берем. Ай, клевка. Пьевочка, да, жаба. Ну, на каракатах, друзья, ходят с фургоном, уверенно вообще. Медленно, но прет. Вот такие дела, ребят, смотрите, что происходит. Флажок упал. Ну, здесь, наверное, рыбы нету. Просто так сработал. Ну, кто-то боданул, понятное дело. Пробуем. О, есть рыба, ребята. Щукарек. Ох, мелкий. Да более мелкий щукарек. О, живет живой. Ну вот пришлось, ребята, его щернуть. Без вариантов. Зато живет живой.
Да, шевелится. Все хорошо. Щукарек небольшой. Вперед, натяг. Тяжечка. Ну что, делаем рыбку утречную? Делай, делай. Нету. Нету? Блин. Нету, Сереж, нету. Балуется окунек здесь, походу. Обидно. Пострелял, блин, ну все повыбивал у нас. И живая, смотри, Сереж. Живая? Вообще все, супер. классно Пусть булькается. Вообще классно живая. Давай, матушка. Дальше продолжай. А мы в тебя верим. Есть там с работы, Сереж, есть. Есть рыба там дальше. Она дальше идет. Сейчас возьмем щукарька. Я чую прям. Прям уверен, да? 100%, Сереж. Такая туманная ночь была. Туда. Натяжечка. Ребят, натяжечка. А это значит, рыбка есть. Поехали. Есть? Прием. Ну вообще, Сереж. Ой, видал? Смотри, грузил вот здесь. О, сударец. Молодец. Такой небольшой, а. Капец. Сударец. Молодец. И походу. Хотя нет. Может, и достанем сейчас. Тоже пустая. Да, да. О, ничего себе. Вот он, Сереж, кто балуется-то. Вот он, да? Смотри, что кто балуется. Вообще 150-й. Даже не 150, 120-й окунь. Такой, ребят. Вот он висит, зараза. Вот они шибают. Вот здесь, Сереж, надо на окуня пробовать там ловить. Будем. Вот такой кусочек. Охренеть. Так, друзья, ну что, вот смотрите, все. Что у нас получается там? 3 щучки, налимчик, окунек. Маленький судачок. Маленький судачок, да. Ага. Ну вот, вроде рыбы так. Ну, загаров очень много, конечно. Ну, как ушки, наверное, обожают вот эти. Я просто первый раз вижу. У нас как бы какой-то тоже окунь есть, но он не хватает, так не берет. А тут прям вот мы сейчас поймали, где он, Сереж? Вон он. Забрать его надо. Ну, там 150-й поживется, вот такой. И все равно попался. Ну, вот они и хапают. Такие дела. Лед прям, ребята, падает на глаза. Рыбаков что-то сегодня мы не видели, и это прям страшно. Потому что вы через речку. После проверки жерлиц решили сесть на перекус, попить чаю. Ну и, в общем, обсудить дальнейшие действия. Нужна ли нам вот эта плотва, вот этот живец, который ловится на реке, а до реки порядком ехать. Лед плохой, снегоход особо не фурычит. До сих пор мы не разобрались, в чем в нем проблема. В общем, решили сделать планерочку и обсудить дальнейшие действия. У нас есть немного мертвых живцов, которые мы снимали с тех жерлиц. Немножко висит живых. Соответственно, стоит нам ехать, потому что завтра уже нам, друзья, собираться в путь-дорогу домой. И тут прям мы засомневались. Очень много сработок. Скорее всего, это бьет мелкий окунь, но он выходит как-то именно стайно и как-то по времени.
потому что в прошлый раз мы находились возле жерлиц целый день, варили уху, сработок у нас не было, а уезжаем вечером, приезжаем утром, сработок целая куча, соответственно, возможно, как-то или рано утром, или поздно вечером рыба активничает. Ну, днем прям вот что-то такого мы не видели. Недолго думали, решили побуриться, попробовать половить окуня. У нас был с собой ящик, у Сережи там есть удильнички. В общем, попробуем, поищем, может, что найдем. Честно, что окуня ловишь? Что вообще интересно? Да, окуня? Окуня вот такие вот маленькие вот. Вот. Балансир? Кстати, да, балансир. А давай попробуем. Как бы по-разному, да? Когда вот прям вот это прям рабочее. Да. Вот такой рабочий, да? Угу. Я попробую, знаешь, поставлю пожестко. Был, да, Сереж? Да, сход. Ага. Есть контакт, да. Сережа есть? Есть. Взял. Бомбить надо жестко, Сереж. На блесну, Сереж. Именно блесная. Ну, я поменял уже 3 приманки сегодня. Сейчас. Вот второй прохват был. Я пробушка взял. Не знаю, слышно, не слышно, ребят. Как чайки поют. Чайки прилетели сегодня. Ну, это чайка прилетает, это, ну, плюс-минус неделя остается. Они сейчас вот потусуются, ну и все. Здесь и остаются. Ну, такое себе. Искать надо количество. У меня получается 6-я лунка уже. Вон 2 прохвата было. Одного зацепил. Ну хороший окунь, конечно, базара 0. На жерлицу видели, какого поймали? Ху-ху-ху. Такого хапануть, блин, было бы вообще прелестно. Да, такие дела. Ну это вот надо ходить, заниматься. Это без жерлица, это просто выезжать, тысячи лунок бурить.
И работать. Ну сейчас разборим еще пятак. Вот до этого дерева разбурю сейчас все. У меня тут 2 ломки осталось, сейчас проверю их. Все. Скоро и журавли пойдут. А мы с тобой на льдине до сих пор. Там, Сереж, чучела уже готовить, на охоту надо. На весеннюю. А мы с тобой тут на блесну рыбачим. Есть контакт, ребят. Небольшенький такой. Небольшенький, но можно искать. Можно пробовать. Хороший кунек. Пойдет на ушицу. О, Серега тоже, ребята, обрывался. Окушки, ну хорошие. Базара 0, хорошие. Ну, я имею в виду на блесну такой, на балансере это классно. Это хорошо. Да. О, сейчас закимарим. Как закимарим, ребята. Это прям закимарим. Ой-ой-ой.
Добрый вечер, ребятки. Ну что? Ливень прям, да, Сереж? А я тебе говорил. Да, посмотри. Гром, блин, был. Как будто бы гром. Писец. Ну что, друзья, 8 вечера. Кимарнули немножко. Такой вечер шикарно был. Выходили на улицу, и вот сейчас дождь. И прям как будто гром был сейчас. Так что погода, конечно, такая себе. Все хорошо у нас. Живы, здоровы. Завтра, друзья, домой. Сегодня прям такой лайтовый вечер, лайтовый день. Пообедали и просто отдыхали, никуда не поехали. У нас сегодня баня. Под дождь, походу, будет. Греем воду. Здесь, на газу, делаем душ. Вот такой, ребят, летний душ. Набираем воду, подключаем кран и будем мыться. Потому что, ну, уже какой день-то, надо все равно сполоснуться. А? Как подгончик, ребят. Сережа сделал. Я очень кепки обожаю и прям такая козырная, павловская. Ну и вечером налима пожарю, поужинаем. А так все шикарно. Тепло, хорошо у нас, ребят. Ну вот дождь пошел. А? Прям говорю, дождь. Выезжать будем завтра страшно, походу. Ну это завтра. А сегодня хорошее настроение. Жареный налим. И баня. Такие дела. Сейчас пойдем рыбку готовить, жарить. О. На ужин, ребятки, сегодня наливчика сделал, сырочка. А? Кстати, сюда, был гром, и сейчас прям холодно стало. Вот это да. Кстати, обещали, да, Сереж, похолодание, да, здесь? Ну, да. На улице опять будет похолодание. Ну, странно, кстати, да? Сначала гром, прям гроза такая, да? Дождь, Ливень фигачит, а теперь морозит. Да, сейчас опять морозит. Вообще странная хрень вообще. Хрень странная вообще. Сегодня у нас рыбка, ребята. Как говорится, как дядька мой говорил, жить на детей не напиться, это такое, ребята. Так что уху готовили, вот сегодня вот рыба гебельская, завтра выезжаем. Хотя продуктов, ребята, можно было еще жить месяц, мне кажется. Жить Есть все, мука, масло, у нас все есть. Гречки вообще, там куча всего. Держите. Ну, спасибо. Под рыбку-то надо. Обязательно. Фига себе. Сереж, знаешь? Жареный. Сереж, смотри. То, что плавает и летает, кушается руками. Знаешь такую поговорку? Да. Так что ты вилку зазря взял. Надо кушать руками. Блин, вкусный. Вкусный, четкий. Ну, дорогой, спасибо тебе вообще за то, что ты меня пригласил, за то, что ты меня встретил. Вообще шикарная поездка, вообще очередная у меня вообще прям в Вологде, Вологодской области. Шикарные края, места, конечно. Такое озеро мощное, вообще жизнь. Озеро вообще бомба.
классно. Я изба. очень люблю это озеро. Классная изба у тебя, не бросай, занимайся здесь вообще, занимайся, приглашай друзей. Сделаем красиво, утепли. Ну что, друзья, доброе утро. Это же надо же так вот. Ну, бывает, наверное. Да бывает. Чего нет-то? Вчера, ребята, было плюс 15, наверное, давило. Потому что очень тепло было. Вечером был ливень с громом. Чтобы вы понимали, это было у нас 3 апреля. Я гром в это время никогда не слышал и не видел. Не припомню такой себе. А сегодня минусовая температура, очень сильный ветер и снег, друзья. Все подмерзло. Такая погода, аж мы аж печку затопили с утра, потому что очень холодно. Пока тут лазили в предбаннике. Умылись, яичницу сделали, покушали. В общем, сегодня, ребят, едем домой. У меня в 19 часов поезд Вологда, Сыктывкар. Не особо много ехать, 17 часов. Как бы нормально, даже суток нету. Но все равно 17 часов, как бы такое себе, тем более в ночь пойду. Ну что, загружусь сразу и спать. У меня верхняя полка. Билетов не было, верхняя полка досталась только. Так что залезу и буду кемарить, отдыхать. Вот.
Ну что, позавтракали сейчас. Немножко отдыхаем. Так, спокойно, ребят, не спешим. И поедем снимать жерлицы. Жерлицы, видать, все попадали, скорее всего, потому что сильный ветер, друзья. С снегом. Я вон даже вижу, вот эти ближайшие чашки валяются. Не знаю, мы что поймаем. Ну а так у нас вот рыбка. Рыбка вот. Вот этот полный, этот почти полный, и вот тот уже собирается. В общем, почти морозилку наловили. Это уже чищенная, потрошенная рыба, которую привезешь домой, и уже только можно сразу готовить, жарить или там варить, там уху или что-то еще. Вот такие дела. Ну так что все, ребят, погнали. Погнали. Сегодня домой. Снег закончился, смотрите, четкий. Хоть снег закончился. Пойдем, ветер. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи. Замерзло, ребят, вчера ливень был. Пушка вон пол у нас стоит. Все колом завелся он, блин. Если была вода, то вот опять лед. Загаров пока нету, не видно вообще. От слова совсем. Но мне кажется, примерно жарится просто. Вчера потому что ливень поливал. А ночью мороз. Флажок примерз с катушки 100%. В общем, пока загара вообще не вижу. Ну, пойдем посмотрим. То, конечно, она все примерзла. Конечно, друзья, все примерзло. Херам нафиг. А в избе-то порядком, Сереж, хорошо. В избе-то да. Ох, ребят, смотрите. Вот это да. Вот это я так не попадал еще. Вот какая практика будет. Хорошая. Надо все отогревать в избе. Все отогревать. Что, Сереж, будет, нет? Ледяная рыбка у нас. Будет. Ага. Есть, Сереж. Есть, да? Ага. Вот судачок. И нормальный, наконец-то. А? Нормальный. Охренеть! Судачок. Вот такой вот. Сереж, смотри какой. А? Так вот его и ждал. Во, ребята. Двушничек такой. Смотрите, как колобок. Даже не в этот. О! А не как эти пиявочки, да, до этого были все. А? А тут вот теперь четкие, да? Класс. Ребята, а. Вот он. Смотрите, какой кабанчик. Взял. Все-таки. Под грозу взял, блин. Все, достаем. Там еще одна сработка есть. Так. Там еще есть сработки, да. Смотри, как жерлица, в каком состоянии. Ага. Леска, смотри. Все, вообще писец. Хотя даже вот еле-еле вот тут. Попробуем еще. Что-то есть, да? Есть, да? О, жерлица пока Полетел. полетела. Ага. Шурагайчик. Шарогайка. Сейчас. О, кстати, нормально. Нормально, отцепим. Ну-ка давай сейчас даже так вот пальцем сейчас сможем отцепить. Аккуратно, аккуратно, Сереж. Сейчас. Хоп. Хоп-хоп. Хоп-хоп и не хоп, да? Не получается. Хоп и не хоп.
Давай, давай. Ай, кукастый это. Не кусайся. Отцепить же тебя хотим. Домой отправить. Ни хрена не получается. Глубоко сидит все равно, зараза. Оцепил. Оцепил, Сереж? Молодец, красавчик. Все, побежал. Домой. Тып-тып-тып. Жалица утащилась. Охренеть. Все здесь сняли, ребята. Судачок получается хорошенький и щучка небольшая. Еще были вымотки, сработки, но холостые. Жерлицы вон закоченели. Собираем комплект. И там возле избы вроде флажок был, да, Сереж, один? Да, один. Да, и все. Так что, скорее всего, на этом, наверное, и все. Лед встал, вон. Если вчера здесь вода была просто вот так, то все, она промерзла. Вот сейчас можно заезжать еще смело. Да, еще надо рыбачить тут. Да. Переживали. Да. Как мы будем выбираться. Так что это даже на руку нам, по идее. Ну, холодно, блин, ведрище, ребят, холодно. Ну все, нормально. Как-то так, друзья. Ох, ведрище, ух, страшно. В палатке, прикинь, да, Сереж, ночевали бы? Чё? Ох, как бы нам не повезло. Все бы заледенело нахрен. К этим раскладушкам примерзли бы. Да. Вон, сразу, вон, друзья, смотрите, леденеет. Прибыли на избу. Все, собираемся, упаковываем вещи. Оп, Сереж. Цепануло? Цепануло, да. Сейчас, погоди-ка. Погоди, Сереж. Оп, давай. Ага. В общем, что у нас? Судачок один хороший, бонусом такой. Килограмма на 2, наверное, залетел. Блин, все мерзнет прямо на ходу. Вообще жесть. Все мерзает. Все мерзает, да. Но зато поскачем прям спокойно до дома. Короче, порядок наводим и будем выезжать. Двигаемся. Да, еще непонятно там, что в дороге у нас будет, так что такие дела. А так все хорошо, ребят. Все просто замечательно. Отбили сани. Все. Офигеть, конечно. Погода как меняется, ужас. Конечно, еще третий ящичек уже был подготовлен. Блин, как лучше теперь, Ну все, прощай, изба. Ой, как хорошо здесь было, ребят. Аж уезжать неохота, честное слово. Ну, пора домой, как говорится. Пора и честь знать. Ну, вот еще бы пару деньков, мне кажется, вот как раз бы было. А так, все, ребят, в путь, в дорогу. Дорога домой. Она такая.
Все, ребята, твердая земля. Местами, конечно, было страшно, прям страшно. Речка дырявенькая, но ничего, слава богу, все обошлось, и мы набрались. Фух. Да, вот этот морозик нам на руку вот как раз был, потому что если бы все как было, вот эта каша, тяжеловато бы было нам ехать, но все хорошо. В таком состоянии, все, машин нету, друзья. Если мы сюда приезжали, тут еще напичкано было, то мы прям самые последние выехали. Все, потихоньку грузимся сейчас. Ну и выезжаем до Вологды, нам 200 плюс. Так что такие дела. Ну, не повторяйте, ребят. Не стоит ни одна рыба этого. Тем более у меня есть горький опыт. Блин, такое себе. Ну, все хорошо. Все хорошо, ребят. Отлично. Все. Вперед. Как-то так. Покажи, я как эти машинки ехали. Тоже не пойму, пока не понимаю. Вон, удочки. Здесь река, вон, вся вскрылась уже, все чисто. Вот так вот, ребята, смотрите. Это вот мы по этой реке вот выдвигались. Вот здесь вот еще стоит, да. Ну, такое уже. Такое себе, да. Ну все, проехали мы все участки. Без трактора не обошлось, да, Сереж? Да, без трактора не обошлось. Ну, все нормально вроде. Теперь топать, только топать. Ну что, братва, все, я дома. 31 марта, ребята, я начинал отсюда свое путешествие. 5 апреля я заканчиваю именно здесь. Ну, дорога, в принципе, несложная. Хорошо. В этот раз в поезде как раз был в ночь. В общем, выспался, все отлично. Владимирович меня забросил. Владимирович, спасибо тебе огромное. Не бросил меня в Сыктывкаре. Все, ребят, вот такая поездочка. Мне очень понравилось. Все было прям так по-серьезному, по-мужски. И были сложности, и были какие-то подъемы. И, в общем, ну, круто, ребят, круто. Спасибо всем за поддержку. Не забывайте поддержать Сергея, потому что у Сергея тоже свой канал. Заходите, ребят, подписывайтесь. Передавайте привет. У нас морозики. В данный момент минус 5. Ночью было минус 10. Сегодня как будто даже будет минус 15. Но, ребят, были ливни, когда я здесь отсутствовал. Вы еще помните, вот по первой части, наверное, были сугробы. Ну, в принципе, вон буранок практически не осталось. Весна, ребят, весна. Но мне кажется, сезон закроем именно здесь. Это не точно, но может быть. Все, братцы, себя берегите. Всем здоровья, счастья. Пока. На связи, в общем.